Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Callisto Protocol. Я таки добрался до этой игры. Это, кто не знает, у нас от создателей Dead Space, он же Мертвый Космос. Что, поехали, да? Новая игра. Новый опыт. Средний уровень, да? Перемещайте ползунок, пока логотип посередине не будет едва виден. Чуть-чуть, да, повыше. Ну, примерно так. Пойдет. Подсветка в таких играх довольно-таки важная штука, потому что будет половина не видно вообще. Будущее. Это Raccoon City, что ли? Resident Evil 3 ли это? Да-да-да, зомби мочить. Но пока вроде идет стабильно, потому что были проблемы с оптимизацией на ПК в этой игре. Вышли патчи. Посмотрим. Она единственная по выходу стабильно работала на PS5. Поэтому если что по звуку или по лагам каким корректируй. Угу. Спалили ее, короче, в общем, по камере. Наглая атака террористической группы под предводительством печально известной чего-то там. Ладно, хватит. У нас работа есть. Ангар Callisto, судну Юг Харон. Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, ангар. Берем курс к станции Европа. Подожди, секунду. Чуть-чуть надо звука диалогов, чтобы я хотя бы слышал, кто это говорит. Примерно, ну давай. 30-40. Ну давай так. Хочешь что-то сказать, или так и будешь весь день зажигалкой щелкать? Я смотрел трансляцию. Это наш последний рейс, Макс. Хватит болтовни на эту тему. Тогда что ты хочешь сказать? Ну, быть может, спасибо. Когда мы покончим с этим делом, нам больше не придется работать ни дня. Все у тебя продумано, я смотрю. Ну же, приятель, это что, а? Туда и обратно? А Callisto на Европу? Все эти меры безопасности? Это спутник-тюрьма, Макс. Они серьезно относятся к безопасности. А что с этими нападениями? Как ты это объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по разным целям. Желтая тревога в грузовом отсеке. Думаю, ничего лишнего, но все же стоит проверить. Не нужно так беспокоиться, понимаешь? Дольше проживешь. Ага. Сенсоры левого и правого борта выдают ошибку. Иди проверь их. Да, уже иду. Слушай, ну мы прям как в Dead Space ходим и чиним корабль, что ли? Там прям постоянно были проблемы с кораблем. Проверить особый груз. Ладно. Ты идешь или как? Да иду я. Открыть дверь. Подожди, ну давай же все это осмотрим. Надо, так сказать, освоиться. Что вообще мы в этой игре собираем? Я потому что прохождения разные не смотрел, что в себе не заспойлерить все это дело. Смотрим, поковыряемся потихонечку. Так, у нас все двери открыты, но давай зайдем, ну, в первую, допустим. Вот в эту. Угу. Тут у нас эти
Спят они тут. Открыть контейнеры, да. Все равно этот лут, который я сейчас, наверное, соберу, это все равно ни на что не повлияет. Ладно. Новая автоматическая запись Джейкобка. Что-то там. Хорошо. Открыть инвентарь. Правый бампер, чтобы выбрать меню с личными данными. Используйте крестовину для выбора категории личных данных и индивидуальных записей. Нажмите, чтобы воспроизвести. Ок. Так. Это у нас инвентарь вообще. Личные данные. Ну, давай. Личный дневник. Мы пришвартовались в ангаре Калиста. Не можем покинуть штаб, пока загружает груз. Макс достает меня с этими атаками на Европе. Мы уже делали такую работу. Не знаю, почему его беспокоит это сейчас. Это же просто работа. Лучше держать рот на замке и не высовываться. Понял, принял. Пока у нас только 2 пункта меню. Наверное, потом будет больше, посмотрим. Ну, пока персонаж прям передвигается вот как Dead Space. Тут все, короче, Dead Space, только потом. Потом будет не как Dead Space. Немножко не так. Я не знаю, что, в принципе, прям ругали эту игру, как бы. Они же не хотели прям точную копию Dead Space сделать. Зачем как бы одно и то же, да, лепить? Они сделали нечто похожее. Ну, это как Малевич бы взял и нарисовал свой черный квадрат, только серым. О, туалет. Типа сортир. М и Жо. Он с подсветочкой, что ли? Забавно. А отражение не сделали. А зачем они его так? Вообще, что они видят в этом зеркале, я не понимаю. Даже не побриться просто. А, ну да, они же все тут не побритые. Суровые челябинские мужчины. Ну вот он, грузовой отсек. Ой, отсек. Кстати, игра не очень длинная. Говорят, что ее можно пройти вполне минут. Часов за 12, по-моему. Кстати, действия какие мы можем делать? Вот это приблизить камеру. Ладно, наверное, меня потом этому всему научат. Черт, Макс, складировать все нужно. Что там? Он, видимо, ругается. Перепрыгнуть я могу это дело. Ну давай. В Dead Space мы, кстати, коробки квадратные долбали. Разбиваешь коробку, получаешь лут. Сейчас почему-то этого нет. Может быть, мне какой-то мегачип должны сандолить, чтобы я мог коробки эти крушить. А, я вот до груза, лишь бы не зря сюда спустился. Вот я до груза-то и добрался. Нужно проверить оставшуюся часть. Слушай, а на этом на грузе-то что-то такое радиационное написано. Подожди. Угу, присесть. А быстрее он может ходить? Вот меня вот это, кстати, заботит. А вот, что-то вроде как пошустрее перемещается. Или мне кажется. Потому что так долго мы будем тут гулять. Кстати, в этой игре важная штука — это звук. Прям разработчики постарались хорошо и сделали вот именно звуковые эффекты. По-моему, это единственное, что я знаю об этой игре. Ладно, мне ниже. Бегать он пока не может. Не знаю почему. А теперь чем-то вот на Нострома похоже. Чужика не хватает. Кстати, я думаю, что чужой от третьего лица тоже было бы неплохо. Стоит проверить с другой стороны. Хрусь. Что-то где-то сломалось. Я тут ни при чем. Чинить не буду.
Сейчас мы на этот ящик заберемся. Судя по всему, игра будет вся прям такая коридорная. Ну, плюс-минус, знаешь, там 2 коридора, 2 развилки. Одна из них тупиковая просто. Кстати, за анимацию огня тоже игру ругали. Макс, у нас проблемы. Что такое? Кто-то проник на борт. Черт, внешний рубеж? Кажется, да. Ладно, быстро двигай отсюда и осторожно, они могут быть где угодно. Кто они? Ну, огонек, конечно, да. Ctrl-C, Ctrl-V, по-моему. Его просто меньше и больше делали, знаешь. Но это огонь не с этой игры. Вообще не... Он просто он не ложится. Кстати, в Steam сейчас эта игра стоит 3600. Я купил ее вчера за 150 рублей. Да. Правда, надо с бубном поплясать, чтобы это все поработало. Пригнуться. Ок. Обыщите трюм, это должно быть где-то здесь. А кто это такие? Что за солдаты? Протиснуться. А, на картах он протискиваться не хочет. Ему, видишь ли, надо встать. Ну, я бы гуськом, кстати, тоже бы туда не пролез. Поглощающее поле еще работает. Это ненадолго. Чего? Какое поле? Что им нужно? Откуда мне знать? Кстати, часто приходится протискиваться, насколько я понял, в этой игре. Возможно, разработчики делают таким образом загрузки между комнатами, ну, участками локаций, либо просто экономят ресурсы. Есть что-то? Пока нет. Время почти вышло. Да ладно, что, трассировочку завезли, что ли? Ой, спасибо. Так, бежать быстро, наконец-то, разрешили. А то я что-то ложку. Ты куда бежишь-то? Остановите его. Макс, не направляется к мостику. Пусти меня. Что будешь делать? Что должен? Что ты делаешь? Джейкоб, красная тревога, я теряю управление. Тревога, резкая разгерметизация грузового отсека. Держись, я уже иду. Подожди, а его не должно тоже, ну... Течка атмосферы. Джейкоб, давай наверх. А его не должно всосать туда просто, я не знаю, в это окошко. Интересно, я вообще им управляю. Что там гасите? Корабль в гравитационном поле. Нас затягивает. О боже, боже мой. Прям как в Uncharted сейчас карабкался. Пристегнуться не забудь. Передай мне управление полетом. Джейкоб, все плохо. Тревога, тревога, тревога. Судно Харон. Берем обратный курс на Каллисто. Запрашиваем разрешение на возврат. Вы его не получите, Харон. Повторный допуск запрещен. Извините, у меня нет выбора. Мы возвращаемся. Усиление. Что там? Они уже на максимуме. У вас не получится. Получится. Осторожно. Держись. Земля близко. Расхерачили весь корабль. И все живы. Что удивительно. Кстати, как вот эту бабу, по-моему, она же дальше будет по сюжету. Как она выжила?
Получилось, говорил же не переживать. Я бы переживал на самом деле. Тем более у них за спиной радиоактивный груз, как бы. Макс? Макс? Держись, приятель, я иду. Да он готовый, наверное, уже. Ну точно. Джейкоб, эй, что? Что же? Джейкоб? Почему ты не послушал? А, он еще живой. Эй, ну же. Ничего, что у него немножко челюсть висит. Как у щелкунчика. Нужно орешки туда запихать. Что долбанет? А, не то, это сварочные работы. Нужно глазки закрыть. Ебать. Трансформеры. Признаки жизни одного существа. Продолжаю поиск. Охрана тюрьмы, черная жесть, вы пилот. А он? Минуточку. Сейчас заходят два робота и мужик в маске. Они делают дырку. Как бы он не должен немножко задохнуться, допустим. Ну, то есть, как бы... У них что там? Можно этим воздухом какое-то время дышать или что? Тогда второй не нужен. Ну что, забираем тебя отсюда. В декларации указано, что вы везли груз из ангара. Не часто здесь бывают вольнонаемники вроде вас. Просто делаю свою работу. А то я не знаю. Терморегуляторы включены. Первый корабль, который я разбил. На борт проникли. Да. Это она. Это она во всем виновата. Эй. Охлади движок, грузовоз. Ты свою работу делаешь, а я свою. Есть, сэр. Как прикажет. Хватай и его. Эй, что ты делаешь? Я ничего не сделал. Что-то немножко подвисает кадры. Хотя, по идее, не очень-то сцена была загружена. Ладно. Что там? Вспышка инфекции. Глен Скофилд. Какого хрена ты пялишься? Тихо. Поздно для этого дерьма. Так, заключенные молчат, пока к ним не обратятся. О, вот этот чувак, который сейчас дошел, он играл этого Days Gone. Как же его звали-то? Я уже забыл. Ну, который самый главный герой. Точно. Погодите, это ошибка. Меня зовут Джейкоб Ли. Так, ты заключенный 532, дефис 521. Ко мне будешь обращаться капитан Феррис. Что? Нет, я просто грузовой пилот. Нас атаковал внешний рубеж. Из-за нее произошло крушение и погиб мой пилот второй. Все. Явился, не запылился. Выбор. Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда, в этот момент. В это место, туда, где вам и есть самое место, чтобы выяснить то, что раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Это начальник тюрьмы Кол. Вместе мы найдем вашу цель. Добро пожаловать в черную жесть. Это тюрьма так называется. Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки похожи. Приехали. Подъем. В Days Gone вот Дикон звали. Заключенный, я дал вам приказ. Это ошибка, мне здесь не место.
Слушай, знаешь, что Калиста называет мертвым спутником? Мертвым. И ты бы был таким же, если бы ты не вынудил тебя из груда обломков после крушения. Черт, ты даже всех... Черт, ты даже для всех сдох. Тебе нужно двигаться дальше. Тебе открывается новый мир. В моем царстве. За что ты цепляешься? Это твоя прежняя жизнь. Ее нужно отпустить. А твоя новая жизнь целиком в моих руках. Вставай, мертвец. Ладно, бери ее, пошли. Вы прибыли в тюрьму «Черная жесть», исправительное учреждение ОЮК. Немедленно пройдите в комнату учета. Эй, прекрати. Наверное, все про это шутили уже. Внести Флюгенгехайнен. Эй, стойте. Нет, вы должны. Эй, стойте. Нет, вы должны. Заключенный 532, дефис 521. Я доктор Кейтлин Маллер. В соответствии со статьей 412 вам имплантируют устройство МОР. Доктор, оно уже не в системе. Готовьте устройство. Что? Какое устройство? Вот это. Чего же вас дери? Вы же врач. Я намерен исполнить свой долг. Лучше не двигаться, иначе будет только хуже. Да, пошла ты. Нам же ввели индикатор ХП. На нем будем ориентироваться. Сколько жизни осталось? Окей. Доктор, остановка сердца. Инъектор. Чик. Так мы и будем лечиться таким образом. Wake up. Осмотреть камеру. Ощущение, что он тут уже какое-то время находился. Либо не убрали. После предыдущих. Ну и что, я осмотрел. Как будто тут прям так много чего есть осматривать. Новый заключенный. Так что делать-то? Эй-эй-эй. Подождать надо, я не знаю. Свободу попугаям. О, нашлось что-то. Кубик. Здравствуй, кубик. Такой банальный скример, кстати. Внимание, всем охранникам прибыть в главный корпус. Это не учебная тревога. Сохраняйте спокойствие, бояться нечего. Окей. Обрили уже, кстати. Какого хрена? Что-то не так. И клетка открыта. Ой, как удобненько. О боже. О боже, боже мой. Побег. Ага. Птичка пролетела. Чел руку потерял. Кстати, вот она.
Не знаю, пока, наверное, и искать-то нечего, да? А робот разве не должен меня схватить, допустим? Я ж типа беглый заключенный. Чё, тут никого нет? Пусто. Что-то странно. То он может бежать, то не может. Их там двое. Походу они заражены. Либо перебухали. Вон один этот заключенный на другого напал. И он уже мутировал, кстати, потихонечку. Так, мужик, я сейчас к тебе обязательно подойду. Ну да, тут. Так, что надо? Эй, ты меня видишь? А. Братан, что за хрень происходит? Не знаю, какого хрена творится. Мой корабль разбился, меня бросили сюда. Я проснулся и вокруг это. Ну-ка, постой, послушай, ты ведь тот пилот, которого сюда притащили, а? Да? Я полжизни тут провел. Я знаю это место. У меня есть план, как нам выбраться. Если используй это, чтобы попасть в диспетчерскую за мостиком, оттуда ты сможешь открыть мою камеру. Хотя меня зовут Элиас. Джейкоб. Не теряй ее, Джейкоб. Может, тебе это пригодится. Не вздумай меня бросить. То есть он мне дал заточку, а я должен его только с помощью одной заточки освободить? Ну, такое. Я могу как-то... О. Как у нас на жульку он машет? Вот, на Y. Теперь эта кнопка работает. Угу. Но заточкой я почему-то не могу пользоваться. Может быть, она для каких-то этих открытия дверей, там... Не знаю. Понятно, для чего заточка. Сколько времени, интересно, у него понадобилось ему, чтобы ключ гаечный заточить. Оп. Ну, естественно, двери закроются ровно в тот момент, когда он проскользнет в самую последнюю секунду. Итак. Дальше. Хром ванадий. По-разному, кстати, сплавы могут быть разные. Тем более это 2000... Какой-то там... 2300 что-то, какой-то там год, так что... Там уже, может быть, таких минералов-то не используют. Может, она из хлеба. Он там этот... Как Ленин сделал себе чернильницу, а он сделал себе заточку из хлеба. Угу. Ну давай. И тут отковыряем. У них что, вот все двери так просто открываются? То есть достаточно отковырять первый, ну, как бы щиток, защитную крышку и просто обрезать все провода, все, дверь открылась. Ой, как удобненько. Угу. Только я не понял, надо было быстро нажимать или удерживать, ну ладно. Все, я понял. Надо было в этот момент ударить или что? Лево, право. Кровавенько, конечно. Но это какого? Что-то, ну правда какая-то немножко странноватая боёвка. Или ты, или я, приятель. Это тоже мутант его лупит. Кстати. Хрена мутанты быстрые. Расчленёночка подъехал.
Окей. У меня хп желто. Я не знаю, сбрили мне сильно или нет. Ну, пока вроде норм. Держимся. Что там, какие-то камеры открыты? Так, пойдет. Мне достаточно вернуться к нему, хорошо. Ага, то есть я сначала должен был сделать, ну, то есть подраться, а потом мне объясняют, как это делать. Спасибо, очень вовремя. Да, наверное, чуть-чуть опции графика. Это в этом. В основном меню меняется. Ладно, если будет подвисать, короче говоря, придется чуть-чуть пониже настройки сделать. Пока по контролям это дело. Джейкоб, сюда. С воротами что-то не так. Панель не реагирует. Я видел кое-что. Оно на меня напало и не было похоже на человека. О чем это ты? Я не знаю, что видел. Слушай, это место может заморочить тебе голову, но сейчас у нас есть шанс, чтобы ты не видел. Это еще одна причина убраться отсюда. Видишь эту вышку? Ага. Встретимся там, и я расскажу тебе план. Лифт там, езжай на следующий этаж. Я с тобой свяжусь. Ясно? А если он врет? Он видел этого чувака, во-первых, он заключенный. Во-вторых, а если он врет просто? Он просто врет, как бы, и у него никакого плана нет. Он просто хочет, чтобы ты его жопу оттуда вытащил. А у него, как бы, кроме одного ключа, как бы, гаечного в виде заточки, ничего такого-то особо и не сделал ему. Положительного. Ну, такое. По-моему, надо лысому свою жопу уносить, а не чью-то спасать. Ну ладно. Они же теперь братаны. Не совсем пока понял эту боевку. Понятно. Сейчас еще ее будем тренировать. Значит, надо уклоняться в противоположную сторону, как бьют эти. Надо определяться. Если он, допустим, у него рука отсутствует, то он будет бить, получается, тебе с правой. Значит, надо влево уходить. Хотя, по идее, лучше уйти в противоположную сторону. Ладно. Не виднее. Я не совсем понимаю, что они от меня хотят. Вот я вроде удерживаю. Сейчас атака получилась, но он у меня расхерачил просто за 2 удара. Конечно, это сурвайвала добавляет в игру. Блять. Как это работает уклонение? Это что-то я не понимаю. То не держи назад, то не держи назад. Слушай, ну мутант тебя могут разобрать вообще, считай. Ну, с 2-3 ударов. Так, держим еще раз. А ты когда-нибудь сдохнешь, нет? Окей, я хочу добить.
пнуть труп. После победы над врагом нажмите Y, чтобы пнуть его тело и получить предметы. Соберите их. Ты сначала делаешь, а потом они говорят, типа, ну, делай это. Странно. Да, они жесткие, правда. Если я так буду на каждом этом мобе отвисать, то будет печалька. Так, что там как-то вот личные данные. А как лечиться, интересно? Это крестовина не пашет. Так, и тут опции, управление, геймпад, назначение кнопок. Так, инвентарь, хорошо. Бег, схватка. А где лечение это вообще? Камон. А, вот. Использовать аптечку, это удерживать вниз. Или я не взял эту аптечку? Хуй его знает, как этим пользоваться пока, ну ладно. Кстати, меня за жопу-то никто не хочет схватить сзади, а вдруг. Хожу тут, жду, пока меня за жопу схватят. Джейкоб, слышишь меня? Да. Как? Я включил двустороннюю коммуникацию с твоим Мор. Когда торчишь здесь так долго, как я, кое-чему научишься. Вижу, ты добрался до подъемника. Езжай на него вниз и найди там лифт. Понял, принял. Думаешь? Я на это надеюсь, правда. Если я вообще эту аптечку собрала, то я не знаю, я взял чего-то, там 35 каких-то... Может, это кредиты просто были, я не знаю. Где лифт? А, это, я уже стоял на лифте. Понял, понял. Это сортирная бумага. Тюремный блок. Кафетерий Паноптикум. Паноптикум, наверное, в головах у разработчиков творился, когда эту боевку делали. Не, ну в принципе хорошо то, что мобы довольно-таки сильные, как бы ты должен чувствовать то, что каждый моб тебя может отхерачить, как бы это survival. По идее так и должно быть. Скример будет скоро. Тут они должны периодически появляться. О, здрасте. Ну и чего, я L удерживал назад, и все равно он мне треснул. Слушай, ну порой добивание, ну, зрелищно смотрится, я скажу. Как бы вот, допустим, Resident Evil 2 этим не мог похвастаться. Они чем-то, знаешь, на фаталити из мартухи похожи. Сколько у меня хп, я так и не могу понять. Ну, типа, сколько я ударов еще могу выдержать. О, вот зелененькая, мне кажется, это аптечка все-таки. А не то, что вы подумали. Да, вот хп. Наконец-то. Ну и серьезно. Нет, я имею в виду то, что резик второй резидент. Чик.
Все равно желтая. Сколько говна мне нужно это вот влить в себя, чтобы я зеленым был? Там роботы. Роботы и боботы. Он, наверное, мне сейчас накрячет. Нет, его телепает. Он другим занят. Ему сейчас не до меня. Что такое? Тюремный блок. О, мне на лифт точно. Он же сказал там что-то. Иди, говорит, вниз. Сейчас все будет. Секция тюремного блока. Чик. Не, ну прикольно то, что надписи хотя бы, знаешь, постарались, перевели на русский. Хотя она запрещена в России. Ну как бы не купить. Не то чтобы запрещена. Элиас, с лифтом какая-то проблема. Я спускаюсь, а не поднимаюсь. Черт, ты на пути к одиночным камерам. Ты еще можешь добраться до смотровой вышки. Просто будет дольше. Кто-то сомневался, серьезно. Пробраться через одиночные камеры. То есть, чувак, сорян, как бы, ну, тянем резину, тянем резину. Ну, в принципе, в первом Dead Space, как бы, ты тоже такой, как бы, ходишь по кораблю, и то одно сломается, то другое. Такое ощущение, что корабль там просто, ну, на говне и палках стоит, и ты только одно починишь, тут же другое сломается. Что наколдовал? В магазине там есть волшебный один магазик. Новые игры продает. Вот. Кстати, такой скример был уже в этом Dead Space. То, что чувака утащили. Вот. Магазин продает, как бы, а там нужно они тебе присылают логин, пароль, как бы. Нужно в офлайн Стима войти, и все будет работать. Ну, по сути, они аккаунт этой игрой продают. По большому счету. Это, кстати, по-моему, самая единственная такая низкая цена, которая нашлась вообще за последнее время, то, что я смотрел, как бы. Обычно там 100 рублей, по-моему, просят за аккаунт за сутки вообще пользования аккаунтом. Кто-то там за 2300 ее продает, а тут вообще как бы, ну, копейки реально. Чему бы мне взять, думаю. Если даже этот аккаунт бы не работал там, или еще что-нибудь не получилось, то... Господи, 150 рублей. Мне кто-то шепчет постоянно в ухо. Все кровавенько. YouTube, наверное, будет немного против такого обилия красного цвета. Кстати, вот не зря тут эти прям такие проходы. И чё, даже Джейкоб? Чё, кто здесь? Я думаю, не зря они сделали проходы эти, чтобы это сика поджималась. Чё, преобразователь энергии. А зачем? Ценные предметы контрабанды можно продать за кредиты. Угу. Ну, также мы в Dead Space же тоже там собирали лут и потом могли прокачивать оружие, костюм. То же самое. Кстати, опять так и не понял. То ли мне нужно было быстро нажимать Y, а потом резко начинать удерживать, то ли все время надо было просто быстро нажимать. Ладно, не суть. С меня потом по-любому за эту механику спросят. Сейчас пока в данный момент меня за боевку уже начинают. Здорово, Илюх. За боевку начинают спрашивать. Кредиты. Подожди, а я тогда чего взял? Вот это что такое? Призывать компоненты, которые можно по низкой цене обменять на кредиты. В принтере каком-то санкцион... Это контрабанды. Ой, ладно. В общем, это коробку с кредитами я, по сути, взял. Ебать, параша обосранная вся. Прям как на работе, да? Сейчас будет драка или скример. Уж больно по ровному коридору мы идем. Что аж никого нет. Окей.
Он еще идет, так оглядывается постоянно, знаешь. Ну сейчас-то хоть скример будет. Ну, типа того. Нет, мужик, ты горбатый. Ну да, скример. Здрасте. Ну вот, мы только это, как говорится, знакомиться начали, а он удрал. Что там есть вообще? А, ну понятно. Это все камера. Не, ну в принципе неплохо лица нарисованы. Как бы могло быть и хуже. Особенно как сейчас игры делают, то что там в Horizon Zero Dawn там жирная Элой. Так что, в принципе, еще вполне неплохо. Я думаю, они все-таки думали сначала ее эксклюзивом сделать для какой-то консоли. Уж больно все как-то тут слишком примитивно и вылизано. Для кроссплатформенной игры. Хотя... Так, я потом прямо пойду. Давай мы парашу эту понюхаем, еще зайдем. М? А везде туалеты будут выглядеть одинаково? Подожди, мне просто интересно. Тут бумага стоит, но также два обрывка с правой стороны. Но они, по-моему, с унитазами не особо не парились. Есть и есть, типа, два обрывка, все, грязь показана. Ну да, они почти одинаковые. И так сойдет. Да ладно, что, опять скример? Нет, за мной, наверное, бегут, судя по звуку. Мыльная для консоли? Ну да, возможно. Черт, братан, один мой товарищ давно его знал. Стал этой тварью, набросился на меня. Ладно, давай яички тоже. Ты ранен? Нет, но пришлось его убить. Убить это... Что за хрень происходит? Тут даже внутри лицехватов нету. Странно. Кстати, что там этот? Не подвисает? Все нормально по изображению? То можно этот... Подснизить планочку каких-нибудь настроек. Я потому что вижу то, что так периодически как бы просадки FPS есть. С 60 падает где-то до 57, потом раз, обратно. Не часто, но бывает. Так, ну по сюжету нам явно туда. Скрываем ящик. По идее, больше как бы все. Короче, ответ на все беды: носи с собой заточенный ключ гаечный. Кредиты калиста и восстанавливающая инъекция. Ну давай бахнемся еще, да, раз. Вот теперь уж точно все зеленое. По-любому тут сейчас будет типа автосохранение, так что... Скорее всего будет драка. Переработка. Сзади кто-то. Вот они... О, где-то тут ползет. Обманули. Не, ну прям сидишь вот в наушниках. Прям объемное звучание и слышно, с какой, с правой, с левой стороны кто-то. Элиас, я нашел лифт, поднимаюсь. Хорошо, вот теперь точно есть шанс, что сработает. Сразу за изолятором есть камера для оружия. Можно неплохо прибарахлиться, но будь осторожен, охранные боты снова в строю. Понял, принял.
Ну, тут, наверное, просто вот эти вот роботы вообще имба. Нет, мы не заражены. Разрешен огонь на поражение. Прусь. Короткий разговор. Зона под контролем. Переходим в медсектор. Прокрасться мимо охраны ботов. Ты, ну, на карты, чё могу сказать. Сразу же. Тут, наверное, для затравочки еще это, как его, стелс припечатали. Но это, скорее всего, он часто тут не будет, как бы. Просто для начала, знаешь, что ты такой под шухером, короче. Прокрался потихонечку пока. Тебе было страшно. Бля, мужиков пропустил, хоть посмотреть на них. В отверстие. Полезли в отверстие. Элиас, нас не могут отследить. Все системы тюрьмы отключаются, как лифт до этого. Просто держи мне поле их зрения и сможешь прокрасться. Я понял. Все системы в норме. Не попадаться на глаза. Ну, понятно. Такой легкий стелс. Не Хитман, конечно, но тем не менее. Оружейная система активирована. А он будет уходить-то, не? Я думал, труп мужика смотреть. Да он не повернется. Они гонят все. Не, ну морда ему неплохо разворотила. А второй? А второму забыли, короче, этот... Да, на полфедора стелс. А второму забыли пробитые глазницу нарисовать. Если у этого бошку расхерачило, а у него, смотри, у него просто, короче говоря, такое ощущение, что ему ледобуром чуть-чуть по это покрутили в глазу и все. Окей. И так сойдет. Так, мне надо за шторку, да, по-любому спрятаться. Поиск движения, говорит. Что я сделаю? Ну все, он утыкал. Так что нормально. Можно вставать. Распрямить, так сказать, конечности, а то мало ли, затекут ноги, там. Угу. Мы сейчас с ним будем в другой комнате, в соседней, встречаться. Чего такое? Опять ты пришел, что ли? Да ладно. Тут же написано открыто. Он где-то там, по-моему, болтает просто, они мне это... Очкую. Системы в норме. Ой, все, короче, давай просто открываем дверь. Ничего мне не сделает. Что ты мне сделаешь, я в другом городе. Ну, как обычно у них. Двери работают замечательно просто. Вот тут бы я мог спалиться, кстати. Доктор. Так, ну, по идее, он меня должен был спалить вот прям тут. Вот прям тут, пока я вот стою и туплю на этой, на лестнице. Тут стелс, наверное, ради прикола просто. Если бы тут роботы были чуть-чуть умнее, они бы давно меня уже спалили, пока он там стоял. Ага, теперь можно на картах двери открывать, да? Спасибо и на том. Ну все, он туда ушел. Не знаю, давай здесь как-то пройдем. О. Инъектор, хорошо. Хорошо. Похоже, меня незаметно. Ну да. Он, наверное, своей лысиной так поблескивает, что его, наверное, видно еще это как его. Прям не доходя.
До блока. Я не... Блин, а как вот сюжетно-то, чтобы не это... Наверное, в эту комнату, да, нечего заходить. Ну, тут замануха. Ладно, пойдем. Типа лицехвата. Это... Ну, это подстава, кстати. Я в плане том, то, что ты не можешь знать то, что на тебя нападут, тебе выдают здоровье, и тут же его отнимают. Не очень. Это такое. Это может пригодиться. Предохранитель для ворот. Ну да, кстати, я бы сюда в любом случае в эту комнату бы пошел. Давай, тут все равно роботов этих нет. Можно встать. Это предохранитель надо сюда вмешать, да? Давай. Мы сейчас его поставим, но я вернусь назад. Да, мне туда. Я вернусь назад. Посмотрю, что в коридоре делается. Вот тут, где я зашел. Там еще был коридорчик. Чуть-чуть. Другая комната. Тут по-любому что-то должно быть. В таких играх надо тщательно все осматривать, а то потом можно просто без ничего остаться. Кредиты. Здорово. Давай сюда зайдем. Подожди, я тут был, что ли? Вот предохранитель. Так, тогда это странно. По идее, значит, может быть, мне и сюда надо. Два места, куда можно вставить предохранитель. Возможно, я сейчас туда дойду, меня развернут, скажут: дружище, давай-ка дальше, не в ту сторону пошел. Ну и все, тут тупик. Подожди, давай вот в ту сторону пройдем, где у нас, блин, там робот стоит, там уже все. Ну, ладно. Пошли тогда. Пока пойдем так, как вот у меня вели в самом начале. Потом, если что, предохранители выдернем и сходим назад. Драка. Здорово, Серега. Да-да-да, в этих тоннелях тут мобы какие-то жесткие. Я что-то пока не могу понять эту боевку просто. Он на тебя нападает, ты нажимаешь на защиту. Защита не срабатывает. Уклоняешься в одну сторону, но уклонение не работает. Оно как-то работает, как парирование. И одного моба надо долбать и долбать просто. Спамишь по кнопке удара, вроде иногда прокатывает. В сторону и бить. Ага.
Я понял, давай попробуем. По идее, тогда он вообще по логике вещей должен постоянно в сторону от врага отходить и как бы обходить его кругом. Не знаю, еще далее я пошел, пока блокировка. Ты такое? Бабки, да? А, нет, здоровье. Вот это тоже непонятно насчет здоровья. Как-то кусками его выдают, что ли. Изменения. Не бойтесь изменений. Изменения помогают совершенствоваться. Становиться лучшей версией себя. Становиться лучшей версией себя. И изменения иногда тяжело принять, но они необходимы. Ну, конечно. Так. Я не знаю, можно ли туда залезть. Но стекла бьются. Скриповая анимация, конечно, но бьются. И такое. Исцеляющий гель. То есть я так полагаю, что ты можешь зарядить свою лечилку как-то и потом прохилиться как следует, что ли? Ладно, пошли сюда. Не дают мне прям все исследовать. Или предохранители выдернуть, туда вернуться. Давай, наверное, так и сделаем. Там по-любому что-то есть вот в той комнате. Там типа морга или что-то такое. Скорее всего, там, наверное, подраться надо будет. Ну, да ладно. Ну, тут боевку тоже надо понимать, как она работает. Мобы сильные, но и боевка как-то тоже, она странная. Пока такой не встречалась. Не знаю, назвать ее мудацкой, конечно, вряд ли, как бы, но... Скажем так, она не очень привычная. А нет, кстати, привычная. Я помню, как-то проходил Silent Hill Downpour. Ой, нет, не Downpour, а Homecoming. И там, в общем, нож — это имба просто. У тебя есть нож, ты также нажимаешь уклонение. Вот. И все время лупишь этим ножом. И просто... Враги с ножа так не отлетают, по-моему, как от пистолета. Подожди, я же резал этот провод. Что-то сейчас я не понял. Я ж тут был уже в этой комнате. Они что, забыли, что я сюда приходил? Дважды кредитов дали. Интересное кино. Подожди. Давай сначала мы в раздевалку. Открыто же, да. Бля, тут душевая так-то. Тут по-любому драка будет. Чтоб в таком большом помещении никого не было, я сомневаюсь. Но, как правило, душевая — это, ну, тупиковая комната. Хилки. Не зря ходил уже. Это что? Преобразователь энергии. Я не знаю, для чего он пока нужен, но обязательно понадобится. Давай в душевую. Что-нибудь бы посерьезнее этой тяпки бы за спиной. Было бы добро вообще. Ну-ка давай на мужика наступим. Вот ему вообще ничего. Может, он в свитере? Кредиты. Кредиты. Да как-то и все. У них тут прачечная, наверное. Прачечная, душевая, вон, машинки стиральные.
Ебать. Машинка стиральная, похожая на этот, как он, на двигатели какие-то космического корабля. Но пока вроде ничего не предвещает беды. Бамбурики. Как кто-нибудь выскочит. По-любому. Не все тоже коробки пинать можно. Что тут мыло-то кто-нибудь уронит, нет? Ебать, а это, наверное, у них гладильный автомат. Давилка. Ну вот. Как говорил Афоня, одна утечка с крана с толщиной в спичку дает 300 литров в сутки. Ну тут закрыто. Ну-ка да. Опа. А это даже не физический объект. Короче, по каким-то он этим... Он по стенкам просто... Вот они. Шух. Стенки не существуют просто. Мотыга проваливается сквозь них. А вот поэтому. Вот. А этот он ощущается как объект. А стенка? Нет. И полотенце тоже. Это миф просто. Батя, у нас вечеринка. Попинать хоть. А что это такое вообще у них? Это... А, это душ такой. Опа, это не к добру. Слушай, ну я сейчас... Нет. Один раз он мне треснул. Точно. Я, наверное, не мог уклониться, потому что я в стенку упирался. Пидор. Кстати, я того монстра-то взял что-то, я не помню. Уже кто-то на меня нападал, точно. Нужно же этих уродов еще пинать ходить. Здрасте. Ну давай, как Серега подсказывал, все время жмем в противоположную сторону. Но, в принципе, это какого. Пока ничего не делают. Один там случайно меня ударил, как бы. Надо лечиться. Они задевают периодически. Я видел уже эту фаталити. Придется лечиться. Ну, да в принципе, а чё вы хотели, я не знаю. Она как бы кривенько сделанная, но... По идее, Dead Space-то тоже практически таким же был. Там больше заданий, да. Dead Space там уже всякие там гравитации были, вот эти всякие штуки, замедления времени. Да, в этом плане Dead Space попродуманней. Тут скорее, знаешь, попкорновый боевичок такой вот, типа того. Чтобы ты особо не думал, ничего там это, просто вот ты идешь по коридорам, лупишь зомбарей. Но никто же не говорил то, что это игра подражатель Dead Space, правильно? Это просто тот же самый разработчик. Это, скажем так, как когда бюджета не хватило. А мне кажется, бюджета было вполне достаточно, гораздо больше, чем бюджет, чем Dead Space тот же самый. Наверное, обе части, первая и вторая тут. А может быть и все три части бюджета тут свалили просто в кучу деньги вот так лопатой просто. Вот, и вот получился Callisto Protocol. Не забывай, сколько рекламы еще было на этом деле. Не, робот там же стоит еще. Пасет. Кто пасет, тот хуй сосет.
Тут этот, как он, наверное, так же вот, как Хидетака. Секира сделал, как бы он до этого все время Dark Souls лепил, а потом решил хлоп отойти от жанра, короче. Тут то же самое. Делали Dead Space, а потом раз и решили отойти от подобной игры, как бы и сделать то же самое, но не совсем то же самое. Да, я тоже жду ремейк Dead Space, но по идее там же будет то же самое. Там просто поправили по сути графику. Как бы, ну, это тоже неплохо графонисто сделанная игра, как бы. Тут и свет тебе мигает, как бы, да, и мужика рожа прорисована, добивания там разные, как бы. Тут тоже все сделано добротно, и денег они тоже на это дело вложили. Просто вот, как бы, одноклеточная боевка, как бы, и ты особо никаких головоломок не решаешь. Джейкоб, дела все хуже. Ты никаких головоломок не решаешь. Да, в принципе, а какие сейчас игры-то выходят? Что вот God of War Ragnarok, да, как бы его же выпустили. Там же тоже одноклеточная игра, как бы. Не чувствуется гений Кодзимы. Да нет, это вообще, по идее, другой жанр немножко. Вот можно, в принципе, эту игру даже ну, Рагнарёк, наверное, вряд ли. С чем ее можно сравнить? С Resident Evil, как вариант, кстати. Тоже, ну, ты, по сути, у тебя survival. Просто, скорее всего, наверное, вот и эту игру не нужно вот сравнивать с Dead Space. Да, разработчик тоже, да, она такая же, но скорее ее не нужно с Dead Space сравнивать, ее нужно что-то вот с подобными играми сравнивать, где ты идешь и бездумно лупишь всякую дичь. Качаешься, как бы, и все, и дальше лупишь всякую дичь. Тут не надо думать, как бы. Я говорю, это попкорновая, которая сейчас вот про комиксы, да, там по комиксам фильмы выходят, это типа того. Рагнарёк я тоже пока не это. Ну, а чё торопиться его проходить, как бы. Не знаю, за него сейчас на плойке, ну, проблема, во-первых, игру купить, а во-вторых, на плойку за него много просят. Так вот, ее не надо сравнивать. Просто все ждали, как бы, улучшенную версию Dead Space. Нет, это другая игра. Она более примитивная, как бы. Хотя, я не знаю, тоже. Я вот Dead Space прямо каким-то, ну, там, интеллектуально высокой игрой тоже не ощущал. Это ж тоже был боевик, как бы. Это тоже был хоррор. Тут хоррор тоже есть, но тут скримеров больше, да, чем в Dead Space, как бы. Dead Space, скажем так, Dead Space брал атмосферой, а этот скримерами. Сейчас какой фильм тоже не посмотри, вот те же самые ужасы, да, они скримерами берут всегда. Сейчас ужасы немножко на другой волне идут. Что фильмы, что игры хорроры, как бы. Сейчас не атмосферой давят, сейчас давят скримерами, какими-то резкими пугалками, там, звуком, еще да чем угодно просто. Сейчас нет такой вот тягучей атмосферы, как, допустим, звонок японский, да, когда там ты просто сидишь, вот и тебя саспенс такой, давление, короче, 3 часа с половиной просто, я не знаю, сколько он там идет. Но он там довольно-таки длинный, как бы. Что там, игра Silent Hill тот же самый, он тоже все медленное, тягучее, как бы, и ты в тишине под какой-то индастриал бегаешь, как бы. А тут быстро происходит. Идешь по коридору, раз враг, два враг, собрал что-то, еще 2 врагов замочил, дальше коридор, дальше прополз тут вот. Это экшен. Это экшен коридорный, как бы.
Это не Dead Space. Dead Space тебя, ну, туда-сюда ты носился, что-то там крутил, какие-то штуки. На тебя монстры нападали. Она немного другая. Хочешь поиграть Dead Space? Нажми установить Dead Space. Так, я двоих нахлобучил. А, мужик, а ты куда побежал-то? Блять, а где все? Подожди, я их не вижу. Взял один. Один, главное, одного отмудохал, а второй удрал. Ребят, ну куда же вы? Мы ж только познакомились. Отстой. Что там Скофилд говорил как-то, что его сковывали при разработке Dead Space. Вот он сейчас и вывалил свое видение. И неплохо, и что-то не то. Тем более, что при ловкости рук ты непобедим, поэтому не страшно. Я не знаю. А почему должно быть страшно? Это же боевик. Мерзко, может быть. Скорее мерзко, чем страшно. Ну, типа, знаешь, эти как же они называются, блин, не бадди-хоррор, по-моему. Когда вот расчлененка у тебя, когда кишки вот каждые 20 секунд тебе показывают. Это бадди-хоррор называется. А так, нет. Это боевик, тут не должно быть страшно. Тут атмосферой, возможно. Так вот, это боевик. На легенду это не потянет. Это просто хорошая игра, скажем так. Это провести вот время. Dead Space, ну, там еще не забывайте то, что в силу возраста нашего, как бы, сколько нам лет было? 13-15, наверное, да, может 17 было тогда, когда Dead Space-то появился. Вот. Там же, ну, по-другому тоже игры ощущались. Мы не были такими, как бы, насыщенными в этом плане. Как бы, то, что у нас раньше, ну, игры не часто выходило, тем более таких, как Dead Space, которые вот именно хоррор, как бы, туда-сюда. А сейчас мы уже много чего прошли, уже много чего повидали, и там фильмов насмотрелись, уже да не канает, уже все это где-то видел, это клише, это вот такое, уже немного предвзятое отношение, можно так сказать. К тому же, да, 2008 год. Но это получается, да, мне лет, наверное, 16 было. 16, да? А первый Dead Space я, получается, прошел где-то лет в 17-18. Примерно так. Да, это было другое. Ну, тебе было 17, мне, значит, получается 18. Ой, что говорит? Джейкоб нашел что-то? Камеру с оружием уже обчистили, осталась только эта дубинка. Оглушающая дубинка, ага, эти штуки прилично бьют, она нам понадобится. Еще одно оружие. Блять, дурак, зачем палку выкинул? А если у тебя нет, не сработает эта дубинка? Слушай, ты уже почти у смотровой вышки. Я пробрался внутрь, там было пусто, ты будешь в порядке. Встретимся с другой стороны. Ага, до встречи. Кстати, вот ко мне уже идут пушку опробовать. Все-таки, ну, когда тебе, блин, ну, 2008 год, Dead Space, правда, мы же много чего на тот момент не видели, как бы, много игр не проходили. Тогда он смотрелся лучше. Сейчас, мне кажется, если пройти тот же самый Dead Space, да, в принципе-то можно кайфануть. Не знаю, я вот сейчас вот в эту игру как бы играю. Это неплохо. Это смотрится. Я и не ждал от нее чего-то
такого прям сверхъестественного, да, рекламы. Но а что сейчас без реклам продается? Реклама — двигатель торговли. Сейчас сначала игру тебе поднимут планку насчет реклам. Люди потратят деньги, а потом жаловаться начинают. Чувак, из твоего кармана бабки никто не вытаскивал, ты сам решил. Просто люди сначала сами себе в голове какую-то идеальную игру придумывают, а потом жалуются то, что они не оправдали их ожиданий. Игра работает, это смотрится, это вот кишочки, это расчлененка. Я говорю, это боди-хоррор, это не гнетущая атмосфера. Да, тогда вот по идее что у нас было? Assassin's Creed. Я не помню. По-моему, вторая часть. Я вот первую вообще не играл, потому что... Dead Space был, что там, гоночки какие-то, я не знаю, но я в гонки не играю. GTA, по-моему, да, какая-то четвертая, что ли? Особо выбора-то не было. На тот момент еще не забывай то, что, возможно, Dead Space как бы в тему лег, потому что особо хорроров-то не было. Ну, как бы так. Давно, скажем так, они не выходили. В 8-м году у нас, по идее, вот, по-моему, Downpour вышел, Silent Hill, который провалился, скажем так, в прокате. Потому что, ну, видимо, не тем дали. Хотя, по идее, если задуматься, кстати, мужик горбатый стоит. Если задуматься, Downpour-то тоже была неплохая игра. Просто планку задрали Silent Hill'ов, а потом все ниже, ниже, ниже. И люди уже знали то, что выйдет как бы херня. Не, ну я понимаю, что много чего было, но и много чего и не было. Сейчас, по идее, это игры что? Они вот пытаются графоном прям взять тебя. Да, это атмосферно смотрится, но графон-то уже... У тебя глаз замыливается, ты уже не чувствуешь этой графики козырной. Раньше игры делали с душой, а сейчас с графикой. Сейчас сюжет, ну не прям одноклеточный, но такой. Сейчас особо над фильмами-то тоже не думаешь. Смотришь, я не знаю, 10 фильмов, один из них хоть как-то тебя пытается там, хоть на какую-то тебе мысль доказать. А так в основном просто попкорновая дичь. Какие люди, такой сюжет. Может быть, может быть. Просто, ну, вспомнить те же самые там на второй плойке игры, типа вот, к примеру, просто к примеру, этот какого... Забыл, как называется-то уже. Мужик по кораблю ходит, зомби отстреливает. Cold Fear, допустим. Да те же самые трилогии Silent Hill. Ну, то есть второй и третий. На второй плойке куча игр выходила, как бы, какие у них сюжеты были. До сих пор люди проходят, с теплотой вспоминают и все такое, но... Никто не вспоминает, типа, вау, это была охренительная графика. Все вспоминают то, что вау, это была хорошая игра с хорошим сюжетом. Графон уже там на тот момент второстепенная штука была. Я в основном по фильмам, я классику пересматриваю. Ну, допустим, вот на днях 2 части Терминатора посмотрел. На третий просто взял, отвернулся и спать лег. Ну, потому что, ну ты понял, короче. Люблю ужасы, но не мясо. Даже средние фильмы полюбил, под пивас зачет. Но под пивас, по-моему, все зачет.
Да было бы что смотреть на самом деле. Поэтому тут очень хорошо, знаешь, вот заходят фильмы типа «Чужой», первая часть. Сейчас даже просто, ну, персонажей таких ни в играх, ни в фильмах не делают, типа как Эллен Рипли, к примеру. Сейчас каких-то делают феминисток сильных и независимых, которые тоже, ну, интеллектом не больше унитаза, как бы. И как бы все, и никто не парится. Ну, к примеру, вот про фильм «Хищные птицы», как его там, ну, Харли Квинн, там эти птицы, ну, что это такое вообще? Когда феминизм из головного мозга прет из со всех щелей, по-моему, это, ну, как минимум, просто некультурно. Даже в фильмах, кстати, вот я сейчас задумался, в фильмах даже сейчас музыка хорошая отсутствует элементарно. Ее нет. К примеру, все же помнят тот же самый музыку из Хэллоуин, допустим. Из Пятницы 13, да, Титаник тот же самый. Все помнят эту мелодию. Кто-нибудь может назвать хоть какую-нибудь мелодию, ну, к примеру, там, я не знаю, из «Люди в черном Интернешнл». Но зато все помнят мелодию из первой части. Так и не только феминизм. Сейчас всякое вот это вот, ну, куча вообще лишнего пихают в фильмы. Пытаются какую-то идею привнести, от которой ты уже сыт по горло, как бы. Эти идеи пестрят с экранов вообще везде. Модно одно пихать, так они настолько тебе ногами вколачивают эту идею в глотку, что ты просто уже начинаешь давиться. Это уже не то чтобы неинтересно, это уже становится скучно. И ты приходишь в кинотеатр, и ты там скучаешь. Ну или там, допустим, дома запускаешь фильм. Да, люди в черном. Ну так вот, я просто про мелодию, как бы. Ну, даже я о том, то, что хочу сказать, что раньше даже к фильмам музыку достойную писали. Она запоминалась, она была чем-то особенным. А сейчас ты смотришь, ну, какой-то проходняк все. Нету чего-то очень крутого. Ну там Кэмерон тоже свое здоровье последнее на Аватар 2 поставил. А по факту-то он пролетит. Я не смотрел Ведьмака, ни один сезон. Третью часть игры прошел. Ну, да, это хорошая игра. Но такое, как бы это... Ну, не зафанател, в общем, я от этого так, что аж кипятком ссать. Тем более, ну, не знаю, сериалы я тоже не часто смотрю. Кстати, вот посмотрел недавно сериал Wednesday. Чё от него так все прутся, я не знаю. Во-первых, там от этого, от семейки Адамс ничего не осталось. Вот эти вот девичьи проблемы в школе, ну такое. Надо было, наверное, туда сходить. Все, мне никак назад, да? Их слишком много. Нет, я понял, хорошо, высылают что-то там. Расчета 9 больше нет, держать позиции. Невозможно, отступаем. Периметр подорван, тогда к бою все боевые подразделения. Разрешаю свободное ведение огня, повторяя огня с... Ой, блин, ладно. Wednesday не для тебя снимали.
Угомонись. Так сейчас многие фильмы не для меня снимали. Я их смотрю просто и думаю, Господи Иисусе, когда это говно закончится. Сидишь, смотришь фильм и поглядываешь на часы. Ну типа, блять, сколько можно тратить своего времени драгоценного. Я лучше что-нибудь из классики пересмотрю, что-нибудь, допустим, по Хичкоку. Дэвида Линча, да, я не знаю, да Твин Пикс тот же самый. И то больше смысла несет, чем нынешние фильмы, блин, наверное, 5 штук в пучок вместе взять. Просто те метафоры, которые запихивал Дэвид Линч в свои фильмы, типа Малхолланд Драйв. До хрена фильмов не смогут даже эту планку и половины достигнуть. Мне понравился «Ведьмак», жду 3-й сезон с Кевиллом. Потом по Уэнсдэй хватило на 2 серии, Баба сыграла норм. Баба норм сыграла, но, блин, я не знаю. Мне интересно, кстати, сколько ей лет, потому что что-то она какая-то, не очень великовозрастно выглядит, хотя и, по-моему, тридцатник. Может, она у нее карликовость какая-то, я не знаю. Но я посмотрел весь сезон, мне однажды на работе нечего было делать. Вот, и я посмотрел весь сезон, как бы. Ну и что? Такое ощущение, что я как-то дневники вампира только что пересмотрел какие-то. Я тоже их не смотрел, как бы, но мне кажется, это то же самое. Какая-то хрень для детей, короче говоря. Ну такое, какой-то детектив туда залили, как бы, но... Детектива там и не пахнет. Но, кстати, вот по детективам последнее, что мне понравилось, это вот Пуаро новый. Убийство в Восточном экспрессе и этот какого? Смерть на Ниле. Такие фильмы. Как ты, мать твою, сюда попал? Ты думаешь, у меня времени вагон? Ладно, посмотрим, правильно ли я понял. Он чё, блядь, Дарт Вейдер, что ли? Чё за хрень? Я не смотрел дневники вампиров. Ты сюда попал, и все это место накрылось. Так, 521, на меня смотри, ты, когда я к тебе обращаюсь. Что ты натворил, а? Расскажи. Ты не такой, как все? Особенный? Зачем начальнику оставлять тебя в живых? Так по идее, вот то, что Агата Кристи писала все произведения, они по идее-то несложные были, они там не были какие-то для вундеркиндов задуманные. Как бы все в конце рассказывается, ты просто читай до конца и все поймешь. Детектив это, это же не значит то, что тебе прям башку должно взорвать, как бы вот этими головоломками, нет. В том прикол-то и детектива есть, типа Агаты Кристи, там, Пуаро, к примеру. Это, это, конечно, не Донцова, типа, куда нам до Донцовой, то ли Донцова-то написала. Там же, по идее, сначала ты, типа, должен проявить интерес, заинтересовать тебя как читателя. Кто ж все-таки убийца и почему именно он? И как у него все это так вот ловко получилось, что вообще не было не подкопаться. И ты думал сначала на одного, потом на другого. Оказался вообще убийца-садовник, как бы. В этом заключается прикол детективов. Так, он был там, и эти твари убили его. А ты крепче, чем я думал. Просто иди дальше, я нашел безопасное место. Херовенько, что я коридорчик один пропустил, но я думаю, не смертельно. Какие-то вот опять дневники, аудиозаписи. Старались они 10 тысяч лет. Я, наверное, не попал, да, по нему никак. Попал, но это он не является трупом. Че, взять больше тут нечего? То есть сидел начальник. И вообще тут ничего такого даже интересного нет. Как бы бабок оставил, что ли. Лох. Лох. Пидор, бля. И ровненько, что коридорчик пропустил, ну ладно.
Назад уже не пойдешь. Стопудово тут в этой игре даже сюжет, знаешь, просто одноклеточный. Ну, типа мы везли эту заразу. Но мне только без спойлеров, конечно. Я специально не смотрел никакие прохождения, чтобы это не заспойлерить себе. Но мне кажется, тут эту заразу мы и привезли все-таки. Бля. Я еще один коридор пропустил. Ну и ладно. Последствия. Пока вот мы шастаем просто из коридора в коридор, вот реально. Да, это атмосферно, но уже, правда, это... Ничего нового пока мне не показывают. Огонь, коробки и... какие-то туннели. Пошел нахер. Найти Элиса в охраняемой зоне. Да ладно, что, постелсим, что ли, чуть-чуть? Ну давай. Ну-ка, если этого робота треснуть, будет толк? Да ладно. Он даже не физический объект. Че за отстой? Я думал, это верстак. Кто-то руку потерял. А вот это, кстати, нечестная херня. Когда на тебя какая-то шляпа вылетает из ящика внезапно, ты не можешь к этому готовым быть. Тебя все равно забирают здоровье. То же самое, ты открываешь дверь, у тебя еще анимация даже открытия дверей до конца не прошла, а на тебя тут же нападают. Ты не можешь как бы сразу же, открывая дверь, ударить в нее. У тебя получается здоровье отбирает просто на ровном месте. Я, конечно, сейчас попробую еще раз так сделать, вот именно готовым быть к этому. Не всегда боевка это работает, то что просто сожмешь вниз и удар. Нет. Из 3 один раз он в тебя попадет обязательно. Вот надо периодически право-лево прожимать. Ну тут чисто на удачу. Благо то, что тут есть периодическое автосохранение работает, и ты как бы, тебе не надо там полуровня пробегать, чтобы опять с этим мобом подраться. Разработчики хотя бы, ну, слава богу, от этого избавили. Это было бы такая нудятина просто. Да куда ты полез, блядь? А назад уже все, он уже запустил анимацию. Я там тоже не все смотрел. Сейчас, подожди, Серега, прочитаю. Черт. Что там, ты заметил, что они 2-3 раза бьют, потом надо по-любому вернуться пару раз, иначе 100% попадут. Не считая случаев попадания при скриптовых контратаках. Привыкнуть и норм. Ну, вообще, да, к этой боевке надо привыкнуть, надо высчитывать, кто сколько раз там тебя бьет вообще. И когда тебе можно, ну, окошко, когда появляется, чтобы тебе треснуть. Я пока просто спамлю на удар и жму либо вправо, либо влево. Хотя меня еще учили механики, типа, отклоняться назад, и тогда он ставит палку в защиту, но это вообще практически не работает. Думаешь, их это удержит? Черт, надеюсь. Что там? Да не важно, слышно, надо просто отсюда выбраться. Ты говорил о каком-то плане? Ага. Ну давай посмотрим. Мне просто любопытно, что же у него за такой гениальный план. Скорее всего, он этот, ну... У него план, наверное, заключается в том, что... Бля, давай спрячемся просто.
И подождем, знаешь. Кстати, я не помню, чтобы я это оружие убирал за спину. Отсюда вывод, то что если ты открываешь дверь... Да, он автоматически убирает эту штуку. Если ты открываешь дверь, то тебе нужно сначала достать пушку, потому что это занимает время. И открывая дверь, уже быть готовым к удару. Такое себе. Чтобы снова сработал. Может быть, кстати, может быть. Ты типа один раз можешь поставить блок, но это как будет временная защита. Возможно. Это нам пригодится. Пистолет, ну, наконец-то. Найди принтер Reforce. На нем можно сделать новое оружие, а я пока войду в систему. Не думаю, что стрелковое оружие тут прям как основное. Все-таки ты часто будешь нуждаться в патронах и лупить своей мотыгой, кого не попадет просто. Патронов тут, наверное, будет вообще чуть-чуть. Преобразователь боеприпас. Ни хрена мне надавали. Восстанавливающий. Преобразователь энергии. Вот дела. Продать. Давай для начала, да? Да, у меня же их 3. Чик. Я не думаю, что тут прям такая сложная игра, что тут скорее, возможно, будет нехватка боеприпасов, но кредитов тебе будут давать настолько вдоволь, чтобы, ну, как бы ты особо ничего не нуждался. Ну, не знаю, посмотрим. Что там, пистолет, емкость магазина, устойчивость. Что значит устойчивость? Типа прицел будет четче. Я сначала должен сделать этот пистолет. Понял, принял. А потом мы его апгрейд будем запихивать. Ну, понятное дело, что все надо продавать. Чтобы выбраться, нужен корабль, такой, которым ты сумеешь управлять. Я нашел заключенного, который сможет хакнуть тюремную сеть и вызвать судно. Но проблема в том, что он в изоляторе строгого режима. Туда будет чертовски сложно попасть. Тебя беспокоит мор? Ага, с тех пор, как его установили. Эта штуковина может слегка поджарить мозг, но не волнуйся, к ней привыкнешь. Ты правда многое знаешь об этом месте? Ага, я тут долго. Ладно, что дальше, изолятор. Просто туда вломимся. Хотелось бы, но нет, братан, так легко не получится. Я здесь долго сижу. Бля, вы задолбали мне повторять, что он здесь долго сидит. Я это понял с первого раза. Я здесь долго сижу, заработал некоторые привилегии, так что пойдешь другим путем, а я буду твоим проводником, глазами и ушами. Ты только не бросай меня, само собой, не знаю, где тут найти другого пилота. Нет, боюсь, нет. Я открою тебе дверь. Подожди, а мы можем еще пекаль-то качнуть? Вот. А то это того самого. Урон. Сколько это стоит? Это уже все, барсик, да. Разблокирует новую подсечку, которую можно выполнить. Успешного блока. Мне кажется, сначала, сейчас патронов будет по минимуму. Поэтому нужна будет палка. Палкой мы будем отбиваться и зарабатывать больше патронов. А я не знаю, кстати, сколько он сидит. Он просто в отключке был. Я, говорит, очухался, и тут уже все. Так, давай, оболочка справа. Оболочка из сплава, повышающего скорость. Корпус из легкого сплава, который увеличивает скорость размаха за счет снижения аэродинамического сопротивления. Кто-то учил матчасть, походу. Увеличивает продолжительность рукопашного комбо, офицер. Да давай, чё. Здорово, Даман. Я лучше сейчас палку чуть-чуть качну, чтобы того самого больше патронов насобирать. А то мне дали 60 штук. Я чувствую, сейчас их сразу же и просру просто. Так, разблокирует новую подсечку, которую можно выполнить после успешного блока последней атаки врага. Успешный блок делает врага уязвимым для последующих атак.
Дело в том, что надо сначала в этот блок попасть. Ну, типа парирование. Я пока вот не усек вот эти вот миллисекунды, о которых они мне вещают. Силовое подавление бунтов. Тут блокирует новую, более мощную атаку. Идеально подходит для экстремальных ситуаций, в которых наносимый урон важнее контроля. Вот это, кстати, интересно. Перелом при блоке. Сломает руку нападающему, если он отразит рукопашную атаку офицера. Используйте с осторожностью. А, у меня на это денег нет. Давай, короче говоря, силовое подавление бунтов. Бунтов или бунтов, неважно. Лучше отцовского такого леща палкой треснуть, чем это, да? Чем не треснуть. А то какие-то контратаки, блоки, нахрен. И так сойдет. Усиленная рукопашная атака. Нажмите правый бампер, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Атаки эти медленнее наносят больше урона, ими можно поразить несколько врагов и отбросить их намного дальше. Проверяем. Ну, это могли бы, кстати, и бесплатно дать, вот серьезно. Зачем это покупать заряженную атаку? Это даже в 4-м Silent Hill было бесплатно, я не знаю. Эти магазины оружия в тюрьме как торговец, ну да. Условность, которая немного портит атмосферу. Такая, это же было и в Dead Space. Так-то. Ну и в резиках тоже, да, конечно. Да, ты же должен как-то прокачиваться. Тут либо тебе не могут дать имбу в самом начале игры, как качайся. Ну, тебя должны заинтересовать сбором лута, чтобы ты шастал по всем уголкам, как бы дольше занимать твое прохождение. Если ты летишь по коридору, дали тебе палку до конца игры и с ней бежишь, ты не так много в игре времени проводишь, понимаешь? Тут тебя должны заинтересовать прокачкой, хоть какой-то. Иначе будет не та игра будет. Это же не слэшер. Хотя и в слэшерах тоже прокачка есть. Сейчас, наверное, везде прокачка есть. Вот эти вот RPG-элементы, по-моему, сейчас чуть ли неотъемлемая составляющая практически всех игр. Так, ищите индикатор быстрого выстрела на враге после завершения рукопашного комбо. Нажмите, удерживайте левый триггер, затем быстро нажмите правый триггер. Чего, блять? Нажмите, удерживайте левый, затем быстро нажмите правый, чтобы автоматически зафиксировать. Ну понятно. И заработайте что-то там на дополнительное попадание. А где пекль-то? Ну давай его поставим просто. О. Что там правый триггер? Ну. 6 патронов. Да нет, кстати, вот я не знаю, чем... Ну, я знаю, чем считают Кодзиму гениальным автором. Но... Чего такого он придумал в тот же самом Death Stranding, чего мы не видели до этого в других играх? Мы что, не ходили пешком? Мы не носили какие-то грузы? Ну и чё? Угу. Надо время на замашку. Я 3 патрона в него выстрелил. Из 6, да, по-моему, имеющихся? Подожди, сколько у меня их? Кажется, эта тварь их инфицирует, превращает в таких существ. Езжай на этом лифте на уровень ниже, затем иди по указателям в медсектор. Я с тобой свяжусь. О, у меня 9 патронов. 3 я выпустил. Я бы лучше палкой дрался, вот серьезно. Задолбал, кстати, он ее убирать.
Вот это вот плохая тема, то, что он ее убирает автоматически. Как бы, ну, когда надо, да, ты тогда ее убираешь. А так как он ее убрал за спину, то у тебя должен, ну, вот, тварь, да, какая? У тебя должно быть время на замах. Пока он руку протянет к своей этой, как его, металлической спине с магнитом здоровенным, как у Карлсона. Вот, пока он там ее достанет, пока разложит, это ж секунда, это же боевка, как бы. Вы что делаете? Ну, это то же самое, что во время игры в Bloodborne он бы в ножны убирал меч каждый раз после каждой драки. И ты такой, ну, камон. Просто ты бы там вообще не выжил бы никогда, нахуй. Он сделал это просто качественно, да и все. Гениально нет, но чувствуется проработка деталей. Посмотрим. Ну, посмотрим, да. Ну, я бы не сказал, что там какой-то прям Death Stranding какой-то гениальный сюжет. Сделано качественно. А многие игры делаются, стараются делать качественно. Дело в том, то, что какая планка у разработчика о качестве. Просто Кодзима сделал пустой рельефный мир. Ну, то есть я имею в виду рельеф, как бы, то есть он сделал горы, он сделал снег и ничего больше. Ну, врагов там поставил горстку тут. И вот тебе ящики. Таскай, блядь, развлекайся сам. Вот. Собирай ресурсы, строй дороги, чтобы тебе было не так впадлу таскаться по этим горам, как бы. Ну, не знаю, я построил там пару дорог в Death Stranding. Построил, по-моему, еще какую-то хрень, и потом с тележками так пешком ходил, да и все. Слишком много ресурсов надо на эти дороги. Это говорит о том, что ходи 50 раз вместо одного, чтобы все это дело как бы нормально, ну, как бы сделать себе дороги. И то мнимая вот эта вот хрень присутствия других игроков, ну, такое себе. Атмосфера это не добавила, кстати, ну, лично для меня, как бы. %70 Death Stranding, как по мне лично, это скучно. Скучная ходьба просто. Да, она сделана прикольно. Но когда ты этим занимаешься 40-50 часов подряд, ты устаешь от этой хрени. Вот опять у меня палка за спиной, рядом враг. Если бы он сейчас выскочил у меня прямо из-под носа, то я бы ничего не успел сделать, я бы получил урон на ровном месте. Просто из-за вот этой дебильной анимации. Да ладно, стелс-удары. Тихо. Присели. Подошли. И треснул. Ну, классика. Да ладно. Он наконец-то в какой-то веке использовал ключ. Где же была-то такая хрень, то что ты подбегал к врагу и колол его каким-то кортиком? Да просто вот Assassin's Creed. Как бы удар в шею, удар в печень никто не вечит. Что мешало раньше этим пользоваться? Вот 16X. Это значит сколько у меня? 34. Значит, X это, ну, просто вот 16 кредитов я подобрал. Ну, кстати, деньгами особо игра не жалует, но тут, наверное, и боссов-то не будет никаких. Ну, типа, за которых можно много лута получить. Ну, если я по баллону тресну. Ну да. Ты еще попади в него. Это не физический объект. Evil Within. Я не играл в вторую часть. Я в первую поиграл. Да и первая тоже была неплохая. Кстати, делал тот же самый чел, который Resident Evil занимался. Простенько и со вкусом, скажем так, по боевке я имею в виду. Дальнобойные подъехали. Здорово, ёпта.
Наверное, из-за него, да, мне дали пистолет. Я долго шел к нему. Сейчас мы попробуем именно пробежать. Взял мне, блядь, в голову отгрыз. Бывает, чё. Ну давай. Как на Диком Западе. Сразу. Ходу подальше. Понятно. Возможно, прям для него нужен пистолет. Ну, типа того. Второй на голову выше, но более-менее мрачный, что ли. Да, они оба, кстати, ну, типа мрачные. Что первая часть Evil Within, что вторая. Кстати, а перезарядка есть? Ну чё, бля, бессмертный? Я же ему в башку стреляю. Понятно. Вот не говорите, что, блядь, зомби без башки меня может убить. Ну чё за хрень? Да надо будет как-нибудь заняться, пару этих визынов пройти. Кстати, тоже они, ну, довольно-таки непростые обе игры-то. Да тут ко всем надо привыкать, я смотрю. Кстати, вот у меня пистолет-то что там? Угу. Ну, в принципе, время зарядки довольно-таки длинное, кстати. Пока одно, другое, с учетом того, что на тебя бывает и по двое нападает. Придется, наверное, помудохаться. Он тоже пистолет убирает. Это плохо. Почему он его не держит в руке? Как все адекватно пытающиеся спасти себя люди, у которых хоть какой-то инстинкт самосохранения присутствует. Вот зачем ему пустые руки? Для чего? Жопу чесать? Я не понимаю. Плохо. Плохо то, что он убирает оружие. Пистолет быстро выхватывает. Палкой хуже дела обстоят. Вот это вот вальяжное, вот это вот ты положил, достал. Я, конечно, понимаю, что все анимации надо проиграть, но был бы он по разъебисти, может быть, и правда поменьше по щам получал бы. Пекарь быстро. Вот у меня сейчас он уберет когда-нибудь. Я его это попробую достать. Но пистолет достает он быстро. Но вот это вот вальяжное переход с пистолета на палку. Вообще адекватный человек, да, когда вот у него, допустим, когда у него патроны там заканчиваются, он пистолет этот швырнет во врага, в голову, там, я не знаю, в сторону. Просто что, ну, выкинет его из рук. И потом начнет драться то, что есть там под рукой. Палками, там, еще чем-нибудь, кусаться, блин. Тут вот это вот в карман запихал, другое достал. Бля, в реале его бы замочили уже раз 200, наверное. Плюс с учетом того, что у него магнитная спина, как у всех. О. Этот ангиной заболел немножко. Да, пистолет он сразу достает. Потом его какое-то время не убирает. Хотя с палкой он, по-моему, тоже так долго идет. Ладно, будем к этому относиться как к неудобной мелочи насчет этой анимации.
этому тоже придется привыкать. И стекло не разбивается. Подожди, тут же 2 прохода было, я вот не пойму. Какой из них тупиковый? Тут же не может быть так, что ты должен, как бы, чтобы все развилки посмотреть, пройти игру дважды. Ну, не может быть такого. Надо было сделать, что при драке в момент скрипного крита он сразу стрелял. А. Ну там да, там что-то есть такое. Мне писали там типа, ты должен что-то посмотреть, там какую-то там цель должна появиться. И потом что-то цель появится для дополнительного урона какого-то. Так, я отсюда пришел. Вот этот первый проход. Ну, значит, ты чаще должен палкой работать, а потом, короче говоря, с пистолета добивать. Они вот этого пытаются добиться от тебя. Чтобы у тебя почаще свинтер сжимался, короче говоря. И ты больше вблизи находился с врагами. Чтобы они тебя дамажили, и у тебя было меньше здоровья. Чаще дамажат, чаще будешь рыться по комнатам. Я вот правда не понимаю, то так идти, то так. Как они меня ведут-то? Вроде коридора, потом раз, и этот коридор делится на 2 части, и ты такой, вау. Типа одинаковые 2 коридора, и как идти-то, чтобы лучше было. По идее, наверное, одинаково. Одинаково будет хреново, как бы. Да, через эту пойдем. Все развилки залуплены с дела кишкой с выходом на вход. Главное их не пропустить. То есть эти коридоры все взаимосвязаны, да? Скримерок. Да тут видишь, коридоры-то по сути одинаковые. Хрен его знает, где ты был, где ты не был. Да и прям все обходить уже как-то это. Ну, не знаю. Не вижу смысла. Больше положенного ты все равно не возьмешь. Ну, кредиты только найдешь. Патроны тоже где-то максимум имеют. Здоровье также. Так что. Будем так ходить. Он меня видит? Или почти? Ну, ясно. Куда он уходит-то? Я что-то не понимать. Новое добивание. Кстати, я не понимаю. Да, кстати, карты нет, это тоже не очень. Я вот не понимаю. Я что-то с ним дрался. Второй стоял за спиной и ждал, пока я его побью. Ну, второго другого. Тот что-то ушел, перешагнул через... Очень странное поведение искусственного интеллекта. Я вот о чем. Как-то они себя, ну... Допустим, Last of Us такой штуки не было. Там зараженные, ну, как бы ты реально... Было сложно местами пройти их. Кстати, Ластуха тоже неплохой пример, как вот подобная игра должна выглядеть. Типа есть монстры, они сильные, у тебя ограниченное количество амуниции, скажем так, патронов там. И ты начинаешь херней всякой страдать. А меня спалил или нет? Ну да. Я понял, как эта анимация работает. Бля, точно, они же не подыхают с первого раза, это же дебилизм. Ну, такое. А где тут еще один был? Я же его грохнул где-то тут.
Кстати, Last of Us 2 часть, вот именно на уровне сложно, дает местами хорошенько просраться, и там стелс как следует раскрывается. То есть в эту игру я вот всем советую проходить Last of Us, вторую часть, на сложности выше среднего. Гораздо интереснее играть, и хорошо работает искусственный интеллект. Что у зомбарей, что у людей, как бы прикольно выходит. Я ее на сложности, как там, просто сложно. Я, по-моему, на такой сложности ее прошел. Прикольно, мне понравилось. Не получается открыть, нужны права доступа охраны, обыщи трупы охранников поблизости. Угу. Сменить сложность тупым напарником на поменьше, ибо совсем тупняк. Я что-то запамятовал, а разве там были какие-то напарники? Ты же вроде один все время на игру бегаешь. Я имею в виду то, что вот враги. Сложность врагов на уровне сложно, Last of Us 2. Там интеллект хорошо работает. Искусственно. Там типа, ну, люди перекликаются, пересвистываются. Че, он треснуть по нему? Кстати, у него от этого робота исходят звуки, как от этого старого модема. Уже нет таких звуков. А, вот у него, да? Ну, давай заберем. Вытащи у него имплант с заточкой. Что? Выбора нет, это единственный способ пройти через дверь. Что за дерьмо? Делай, что должен, это место умеет и менять людей. Я же говорю, это боди-хоррор. Что-то фэпосы подсели. О, нормально. Ты расчленяешь, ты режешь, отрубаешь конечности. Это боди-хоррор. Часто напарники, у них есть отдельный параметр тупника. Может быть. Я что-то не припомню. Но в целом, ну, если тебе даже, ну, как бы помогают напарники в игре, врагов хорошо прописывают, а напарников, наверное, забивают. Может быть, чтобы тебе сложно было, может, они даже специально из этого тупят. А вдруг? Это чертово место рушится. Ощущение, как будто метро пролетело. А я с геймпада играю. Можно клава мышь, конечно. Вот я сейчас мышкой дергаю. Ну, зачем это? Она же... Это же консольная игра. Я говорю, она хотела быть эксклюзивом, но почему-то они передумали и решили побольше бабла сорвать. Возможно, знаешь, слишком много денег на рекламу ушло. И они решили, короче, это... отбить немножко гонорар. Это консольная игра, она... У нее... Ну вот... У нее все консольное в этой игре. Управление, вот эти вот всякие менюшки, это вот прям консольные штуки. Не, я сразу понял то, что клава-мышь как бы она будет прикольно, но вот это вот дрочево вот такое вот с изображением, да зачем? Вот и так, эта игра неторопливая, это не шутан, как бы. Тут идешь по коридорам и периодически дерешься с какими-то уродами, вот и все. Подчеркиваю слово периодически. Тут на тебя не нападают стаями там.
2-3 моба, не больше. Ну, они потому что сделали их специально сильными, и больше ты просто не осилишь. Блять, вот это, кстати, не очень. Я купил ее вчера за 150 рублей на каком-то сайте. Зарегистрировался, мне дали логин, пароль от Steam аккаунта, установленный на нем игрой. И все. Только там в офлайн выходишь с этого аккаунта и можешь пользоваться. 150 рублей, почему бы, думаю, нет, давай попробуем, как это работает. Вот смотри, кстати, что хотел подметить. Ты заходишь в комнату, да, первый раз, на тебя нападает враг, как правило, ты подыхаешь. Дело не в том, что неожиданно, а просто у тебя боевка не совсем всегда получается. И ты начинаешь вот этот один и тот же промежуток дрючить до победного просто. Второй раз, естественно, этот скример уже не сработает. Но, как бы я обыграл эту ситуацию, конечно, советчик с меня как бы похуй, да? Вот, как бы я обыграл эту ситуацию, я бы вот этого моба оставил на второй раз в покое и открыл бы вот одну из этих клеток. Было бы куда прикольнее. Это во-первых. Во-вторых, там, допустим, потом ящик, допустим, они могли бы открыть. Тоже было бы весело. А тут один и тот же моб, как бы, ну такое. Кстати, я сейчас опять подохну специально даже. Новая фаталити. Причем, если я не ошибаюсь, у меня даже Deluxe, ну, Deluxe Edition какой-то. Надо будет еще Query купить. На этом же сайте она там вообще 100 рублей стоит. А, допустим, на том же самом Плати.ру они продают... ну да, наверное, в GameDev надо. А на том же самом в Плати.ру, короче, они... продают там что-то ее за 2500, что ли. Или за 2700. А аккаунты дают там что-то 150 рублей в сутки. Дороговато, короче. За Query, я имею в виду. Игрушку на 2 вечера. Ну, она, в принципе, что прикольно в такие подобные игры, игровые фильмы играть, как бы... Ты... проходить их можешь несколько раз, как бы, и всегда будут разные события. Ну, исходы событий. Это дело прикольно. Devil on Me, в принципе, тоже в своем роде неплох. Хотя они говорят, ну, все говорят то, что это типа самая слабая часть из серии. Ну, не знаю. Для себя я хотя бы нашел там, зашло весьма, но я тоже хочу. Вот я после Калиста там быстренько один стрим по добью Hollow Knight. Не буду там на трушную концовку уже мудиться. Вот, добью быстро Hollow Knight, да Query запущу. Давно хочу пройти ее так просто. Даже специально прохождение тоже не смотрел, чтобы спойлеров не словить. Да и моя тоже давно уже просит, говорит. Давай как-нибудь Query полобаем. И тоже такие игры заходят, как бы. Она ждет сначала, чтобы я ее прошел, эту игру, а потом проходим мы с ней вместе. И типа сравниваем, у кого какие варианты были. Так, у нас еще, да, дорога делится еще на 2 части. Вот какая из них верная, хрен его знает. А, ну если бы я прополз, да, наверное, по той вентиляции, то так бы и получилось. Мне нравится в этой игре озвучка, кстати, еще. Сделано неплохо. Так,
что-то вот мне не очень нравится, что он иногда реально берет и стреляет в ненужный мне момент. Я собираюсь как бы в рукопашку драться. В рукопавлика. А они мне навязывают стрельбу из пистолета. Я бы не хотел лишний раз патроны тратить. Ну, кстати, тут сейчас вот этот момент я не понял. Я думал то, что я с этой канализации вылезу. Но в итоге я оказался, по-моему, в другом месте, что ли. Вот здесь я спускался. Бля, я уже путаться начинаю. Мост не поспевает. Может быть. Бля, что-то хожу тудым-сюдым, а я реально уже начинаю... У меня эти коридоры начинают сливаться просто в один большой. И я не врубаю, где я был, где я не был. И куда хотел сходить. Вот сюда залез. Хотелось бы, конечно, чтобы все осматривать. Не дыры, а скважины. Но я еще на самом деле самостоятельно не бурил. Ну как, учился только. Скример. Нет? Скоро будет. Давненько не было. Он так долго поворачивает, что когда-то будет именно на этом скример построен. Видишь, он как делает поворот? Оп, цепляется рукой и долгая вот анимация проигрывается. Короче, я не знаю, что я пропустил, что я не пропустил. Какие коридоры я не обошел, но так или иначе тут... непонятно, короче, где ты был. Тебя ведут постоянно, и этот коридор как бы не заканчивается просто. Да, типа того. Я тоже долблю дырки. Расковыриваю их, так сказать. Что там говорить? Я повелитель дырок. Хотя хотелось бы вот так вот взять и коридор, ну как бы каждый уголок осмотреть. Бабки там пособирать. А ты вот как-то идешь по одному направлению. Раз у тебя дорога разделяется, потом раз и еще раз. Ты хотела бы как бы везде осмотреть, но не получается. И у тебя, знаешь, такое ощущение, что ты, ну, чувство чего-то непройденного остается. Так, это я снаружи открыл. Блин, ну давай сюда. А я сюда не помню, я залезал, нет? Да, вроде я залезал. И туда я залезал. Окей. Тут... Вот тут еще. Еще одна шахта. Я сюда залез, прополз там и 2 моба встретил. Откуда они тогда? Они откуда-то появились, значит. Ой, блин, они даже вот этим макаром меня запутали. И тут еще проход. Ну, блин, ладно, давай вот сюда теперь пройдем. Здрасте. Патронов нету, потому что как мудак не перезарядился. И получил 2 тычки. Два патрона. Вот уроды.
Давай хоть полечимся. А чё, нечем? Ну да. Ой, ну и ладно, будем, значит, от чекпоинта до чекпоинта жить просто, да и все. О, это отсылка на PUBG. Я видел где-то это в каких-то обзорах или что-то такое. Коридор. А я же даже не помню, что мне по заданию надо вообще сделать. Я просто иду по коридору и болтаю. На Новый год в городе будут салюты? Да, наверное, будут. Сегодня, по-моему, ну, сейчас температура у нас ну, где-то, когда-то 7 градусов, когда-то бывает минус 12. Но что-то на Новый год обещают там градусов 5, по-моему. Пока мы строим фигуру изо льда, снега. Короче, пока мы делаем горку эту, где вот я сейчас целыми днями пропадаю. Такая погода мне только на руку. Владелец этих компаний, поэтому ПАК замешан, да? Дик задней двери. А при чем тут папка вообще? Как это вселенная может к папку относиться? Папка вообще это же батл рояль. Чё там? Берет, нет? Он у него запись вырезал из шеи. У меня, кстати, один удар остался. Ну ладно. Это ж survival horror. По крайней мере, на него он претендует откровенно. Кстати, что ему мешало бы? Мешало ему взять и в одной руке держать вот этот ключ заточенный, а во второй палку держать. Ну или пистолет. Дрался бы двумя оружиями. Да, возможно, хотели папку расширить, а может быть, знаешь, типа, ну я владелец, значит это. Мой продукт теперь будет везде, типа. Я художник, я так вижу. Неважно, катит оно или нет. А здесь неспроста, кстати, прожектор прямо в рыло светит. Или спроста? Не, походу. Просто так. Чё, эта дверь вообще не открывается? Кстати, когда вот он прихрамывает таким образом, прям чем-то мне очень вспомнилось сейчас, когда в третьем Resident Evil классическом ты идешь тоже, там, прихрамывал. Тогда это было вау, какая штука. Ни хрена тебе, у тебя твой персонаж урон получает и хромать начинает. Это уже даже тогда было очень круто. Че, он этой рукой может сделать себе голландский штурвал? Нашел одну из перчаток капитана Ферриса. Это силовая перчатка. Ублюдки из охраны любят пытать такими заключенных. Ага, я помню. Крутая штука, работает на чем угодно, попробуй сам. Ну теперь и я джедай. Да не пол игры, там просто если ты это как... Если ты хилишься нормально, если ты урон не получаешь, то хромать не будешь. Этим как бы норм. Но это, кстати, тоже задерживало тебя. Ну, как бы долго приходилось проходить все это дело, пока ты там дохромаешь. Ну, кстати, это тоже, с одной стороны, немного атмосферы это тоже добавляло, по идее. Так. Можно сюда забраться. Хрен его знает, куда мне. По прямой, наверное. Как обычно. Что там, что происходит? Не знаю, просто держись, я принесу еще успокоительного. Скорее, в нашу сторону бегут заключенные.
Ну, доктор Мальвер, вы там? Доктор Малер. Ага. Ну, ясно. Просто один из мутантов. Ну, они какие-то опыты делали вот на эта штука. Организм скрестили с людьми. Они не поняли, что происходит. Люди чем-то заразились прямо перед побегом. Сейчас же не хардкор, да? Бля, такая комната, да, как бы сделана, и, ну, а она пустая просто. Сколько ресурсов, да, порой они тратят. Так, ЛТ и А, да? Подожди, его надо притянуть. Ну куда мне с ним идти? Меня учат этой механике, но его надо куда-то швырнуть. Либо кинуть его, а потом подойти добить. Но я вообще не планировал сейчас пока драться, я хотел просто комнаты эти все смотреть, чтобы ничего не пропустить. Я говорю, тут прям часто вот такое чувство недосказанности, знаешь, как будто ты что-то где-то не осмотрел. Хочется туда вернуться, а уже никак. Так, все, я понял. Вот он оттуда выходит. Значит, у нас еще есть... Это коридор? Или это тот же коридор? Угу. Все, я по красным книжкам понял, где я нахожусь. Да. Пока вот, ну, в определенных ключевых моментах у тебя нет разнообразия. У тебя как бы идет чисто прямой коридор, у тебя есть определенная механика, которой ты должен научиться, как бы. Но я знаю, что люди толкают этих чуваков на, ну, притягивают перчаткой, как джедаи. И это, толкает их на шипы. Да, вот так, в стенку его. Естественно, этот моб, наверное, будет самым сильным. Ну, тут я не знаю, какой-то жирный вообще свалился не в тему. По идее, от него надо было как-то отбежать, да, наверное, и потом только треснуть. Не знаю, давай еще раз попробуем. Да, по-отцовски мне леща дал просто. Подзатыльник. У меня аж голова лопнула просто, как арбуз. Ну вот куда я его притянул, чтобы его с одного удара как-то добить? Ну ты... Бля, по-моему, это просто глупая переводка патронов, серьезно. Ты им стреляешь в рыло, а толку-то, блядь, если он все равно живой остается. По идее, да, как бы, ну, мы к чему привыкли? 2 выстрела, ну, допустим, раз уж на то пошло, Dead Space мы им конечности отстреливали. А тут 2-3 удара ты, по идее, должен сделать. Ты уже рассчитываешь, что выстрел в голову, как, ну, по привычке, должен его добить. Ну, нихера. Он еще живой, он еще бьется с тобой. Ну вот и чё? Ощущение, что ему вообще никакого урона не нанес просто. А, ну вот, короче, я приблизительно понял, как ему конечности теперь отстреливать. ППшечки-то дадут мне? Патроны. Ноги отстреливать. Ну, прикольно, кстати, тоже была тема. Тоже, в принципе, ну, практически новшество было. То, что мы могли в Dead Space им конечности отстреливать. Тут это не совсем так помогает.
Тут не эта механика используется. Ты ему стреляешь по руке, блин, отстреливаешь ему голову, он все равно на тебя идет. Ну хрен. Хотя, может быть, я не прав. Надо как бы именно так и поступать. Кстати, сейчас я, наверное, за предохранителем пойду, и на меня еще кто-нибудь нападет. Ну, типа, просто так предохранитель мне не отдадут. Ты где он? Я пытаюсь, что происходит. А, ну это... Еще раз запустили. Точно, я же начинал в этой комнате. Сразу же достал предохранитель, потом сдох пару раз. Семёныч, давай, на сквозняк пройдем. А, это не бьющееся стекло, а вот, нет. Короче, которые окошки не бьются, это вот они с такими треугольничками. Причем эти треугольнички ты видишь только когда ты подходишь ближе к ним с невидимым фонарем. Кстати, где он? У него фонарь отсутствует. Ну, как обычно, супер зрение. Медзал. Вот опять, куда? В медзал сначала заглянуть? Или туда пойти? Но я так полагаю, что и там дорога будет продолжаться. Аккумуляторы для силовой перчатки. Заряд силовой перчатки со временем медленно восстанавливается. Ее также можно быстро зарядить при помощи аккумулятора. Если аккумулятор разряжается в тот момент, когда вы держите врага или предмет, вы их уроните. Силовая перчатка будет автоматически расходовать доступные аккумуляторы в инвентаре. Восполнение заряда отразится на шкале от Джейкоба на шее. Аккумуляторы силовой перчатки также можно брать из инвентаря вручную. Их можно найти в ящиках, также аккумуляторы могут оставлять убитые враги. Ну, с аккумуляторами это понятно, а вот не совсем ясно, он будет на шее отражаться. А, вот это вот синяя точка получается. Это заряд аккумулятора. Угу, ну, почти полный, вроде как. Подожди. Ну, опции управления геймпад. Так, X перезарядка. Я все, блин, это... Жду, пока у меня патроны кончатся. Так, X это перезарядка. Бросок. Ага. Хотя, что тут эти окошки бить? Смысл, да? Мне кажется, если ты идешь по определенным коридорам, то все равно больше положенного тебе не дадут. Ну, типа, идешь по одному коридору, вот у тебя есть набор каких-нибудь этих, там, инъекции, патроны, кредиты. Другое собрать, но не получится. Больше положенного не получится. Назад не вернуться все равно. Че, посмотрим, что у меня там по деньгам. 154. Да мне нечего качать. Все дорогое. 300. Нацессию тракторист. Да. Подожди, а можно что-то продать? Было дело, собирал. Вот, на 200. Давай что-нибудь качнем. Увеличит максимальную емкость за счет периферийных емкостных элементов питания. Увеличивает скорость перезарядки. Ну, не знаю. Это типа все слабое. Умеренное. Ну, я понял. А что с пистолетом-то у нас? Устойчивость.
Отдача. Все равно ты чаще палкой пользуешься так-то. Ладно, давай так. Выкачаем перчатку. Раз мне так дали не так давно. Думаю, они прям хотят этого. Все, сила рыцаря джедай. Это сила вселенной. Я забыл, куда шел. По-моему, сюда. Нет. Пусть собирать нечего. Когда уже меня другую локацию отправят? А то эти, блин, коридоры одинаковые уже поддостали немножко. Я уже путаться в них начинаю. Так, ладно, если у нас сохранение прошло, давайте перерывчик сделаем сейчас. 3 минуты. Сейчас я подойду. Поехали дальше.
Угу. Сушатся. Окушки. О, гад. Дай-ка угадай, один из них будет живой. По-любому же. Как иначе? Джейкоб, у тебя вышло. Мне тяжко открывать для тебя технический лифт. На нем доберешься, хорошо? О. Ага. Что за анимация? Ну, точнее, физика. Почему он долго в воздухе зависает? Я по ноге ему. Ищ. А вот этот особо не шевелится. Снова записи. Лор подают через... Ну, вместо записок мы теперь аудио слушаем. Сейчас так модно. Это закуток непонятно. Странно, даже из этих трупов никто на меня не напал. Что там по оружию-то? А, надо его сначала вытащить и потом перезарядить. Я понял. Давай ниже. То можно коробку разбить? Нет? Все заблокировал. Он, похоже, сломан. Садись в него, а я что-то там повезу. Пущу тебя вниз легко и аккуратно. Ну, мы же знаем все, да, то, что аккуратно не получится. Тормоза выглядят не очень. Элиас. Я пытаюсь один двигатель закоротило, когда я напряжение подал. Останови кабину. Останови. Элиас. Система не отвечает. Нужно вручную отключить. Постой, что, как? Просто заблокируй тормоз чем-то. Скорее. А чё он не воткнул всемогущий ключ? Ну уже, сукин ты сын. Ну хоть геймпад трясет. Джейкоб, ты меня слышишь? Ага, ну плохо. Нужно понять, почему система барахлит. Отключи и снова включи питание там внизу и доберись до другого лифта. Ты почти на месте. Еще лифт. Уже не терпится. Ну они сейчас так и будут тебя гонять. Какая мерзкая штука. Какого хрена? Подожди. Почему он... Вот. Я хочу ногой давить. Он что-то пистолет схватил не в тему. А боеприпасы остались. Подожди, я ничего не пропустил. Вот еще. Ну, за эти кучки говна ничего не дает. Надо было, по идее, перчаткой, да, наверное, как-то его притянуть. Тебя любой моб ушатывает с 3 ударов. Такое себе. Я так понял, что полоску жизни больше не прокачать. Все, давайте, нападайте, я вот тут подожду. Так или иначе, он все равно ко мне подойдет. Пока он кучки попинает. Перчаткой жалко, нельзя воспользоваться. Ну, негде, короче. Я бы вот так перчаткой куда-нибудь швырнул. Боеприпасы бы сэкономил. А чё никто не нападает? Он же тут.
Он, походу, забыл, что я тут на меня нападать надо. Вот эту тему надо будет открыть. Предохранителя только нет. Да. Ну ладно, давай заберемся. Он, значит, где-то ходит. В этот раз он решил на меня не нападать. А где он? Я живу. Подожди, а где тут, правда, этот чувак-то? Он же на меня нападал. Уже как бы все. Странно. Куда моб делся? Может, он откуда-то Да нет. Он прямо отсюда бежал, с этого угла. Короче, забыли моба нарисовать. Ладно. Пошли. Надо вот эти вот уродов, которые выпрыгивают из куч, научиться видеть как-то дальше. Ну, по ним надо только, по идее, стрелять. Они уже два раза меня поймали на этой хрени. Что за контратаки у него такие забавные? Потихоньку вроде Вот, теперь можно вот на эти шипы швырять. Потихоньку вроде начинаю привыкать к боевке. Но не так, чтобы очень быстро. Блядь, ну откуда она взялась-то? Задолбали эти штуки. Отстой. Надо их как-то замечать, правда. Но они такие неприметные, еще так далеко на тебя нападают. Прям невольно начинаешь опасаться, чтобы идти вперед. Тихо, кто-то сзади. Там возня какая-то. Хрен знает, нет никого. Долго доставал свою пугалку. Ну слушай, бежать прямо в этой игре не самая лучшая идея. Что там? Угу. Прям медленно, аккуратненько. Надо все не торопясь обходить, потому что ты уже начинаешь врагов не замечать просто. Они тут лезут со всех сторон. Да. Ну давай сюда залезем. Инвентарь заполнен. Ну придется полечиться, и я буду жадный Буратино. Зачетное место. Почему? Давай посмотрим, насколько оно зачетно. Ну я слышу то, что возня какая-то. Тихо. Ну можно же? Нет, этот ящик не можно разбить. Ну-ка, вот этот. Кстати, давай перезарядимся. Я вовремя заметил, что у меня патронов ни хрена нет. Угу. Я понял. Давай как-то... Может, по стелсу попробовать? Раз настаивают. Кстати, можно сюда, по-моему, пролезть. Не, нельзя. Но я был с другой стороны.
Сколько их тут вообще? 3, да? Можно их всех по этим, по столбам развешать. Так-то. Не знаю, убил? Нет, не убил. Как он кидает-то их? Прям в ноздри. Какая мерзкая хрень. Может, пусть добьет уже? Или посражаться? Ну да. Батарейка села. Как их кидать? Что-то я не понял вообще. Есть как бы шипы. Их надо как бы кинуть на эти шипы. Ну здесь уже мне засчитали то, что я уже взял. Он их притягивает к себе, но не отталкивает назад. О, подожди, блин. Ну зачем ты слез? Давай, притягиваем. Вот как этим управлять полетом? Отстой. А этот откуда взялся? Их там несколько. Короче, еще один сзади, что ли, вылезает. Я так и не понял. Или он откуда-то прибежал. В чем дело? Почему меня атакуют со всех сторон? Тут прям надо, чтобы все в ход шло. Прям и перчатка, и все остальное. Так, давай пробежимся. Может быть, я моба как-то не сагрил. Притягивание сбрасывается через время и при резком повороте. 4 и почти сразу. Я понял. Надо научиться их бросать на шипы. Хотя, блин, вот до этого ты не успеваешь, моба. И это печально. Вот не кидает он его далеко. Как же шипы обещанные. Вот, хоть как-то. Подожди. Назад. Еще назад. Времени-то у меня полно, правильно? Вот так. И не долетел. Какая-то херня с этой перчаткой просто. Ну, блядь. Старинки, короче, будем их мудохать. Ну, натыкайся ты, блядь, на эти шипы, мудак. Дичь. Федя, дичь. Да, ну давай попробуем с сильным ударом при притягивании. Не знаю, я уже долбаю по всем кнопкам, короче. Это не так работать должно. Пизда. Ну, меня загасит. Но остальные, кстати, услужливо прям сидят и ждут, пока я добью того. Понятно.
Чтобы знать, сколько у меня патронов вообще осталось. Ну, в смысле, притягивания я могу сделать. Где этот урод? Блять, пока перезарядится. Ну, теперь он точно плеваться хотя бы у меня не будет. Уёбок. Да они как-то, когда видят, когда нет, но видишь, надо вот именно на картах к ним подходить, иначе они тебя пасут и сразу же начинают атаковать. Не, ну икшончик так-то. Так-то норм. Ну давай попробуем, вот. Схватил и ударил. Добил пистолета, удар. Блять. Все равно, что ли, должен тебя схватить, я не пойму. Ну и пизда, их тут уже, короче, банда. Так, я хотя бы слетел, хорошо. Добил. Ха-ха. Ну этот, он сам дурак, он сам полез туда. А вот это вот было вообще нечестно. Там высота какая была, он треснул мне рукой, у меня башка отлетела. Это как вообще? Он ударил вниз, я такого не видел. Игра сама, блядь, запуталась. Да с уклонениями что-то вот как-то вот вообще не ладится. Не понял я эту боевку. Вот она, блядь, двинутая какая-то. Иди сюда. Угу. Теперь я не могу до них достать. Весь моб дергается. Чё, я его на потолке убил, что ли? Там этот мудила еще у меня харкает правой. Понятно. А, подожди, меня столкнули. Я еще живой. Ну давай. Бля, как долго их кромсать еще буду? Полезли наверх. Ну, залезай. Я чуть было не было. Где он? Ну, он-то по-любому у меня попадет. Все. Я пока полечусь, пока он бежит до меня. Ну все, по-любому сейчас я этот участок пройду. Живой? Живой. Я его тут подожду. Блять, как они лупят-то, я не понимаю. Какая-то жопа вообще. Ну давай подальше будем отходить. Все вроде. Закончились. Да. Серьезно, ты стоишь вот тут внизу. Вот какое расстояние. Моб бьет прямо и сносит тебе голову. Бля, я понял бы, если бы... Ну, да он бы не мог попасть в любом случае. Ногой бы топнул, согласен. Ну это какая-то, блин, вообще... С мобами что-то... Какая-то хрень происходит периодически. Они там дергаются, их всех телепает. Но, вот, кстати, с притяжением тоже. Притягивание предмета и бросание его куда-либо. Такая корявая штука вообще. Я вот вообще... Я не понял, как их далеко бросать. Ты их как-то бросаешь, но на близком расстоянии.
Окей, у нас, кстати, тут в городе был этот... Хоккейная какая-то там тоже заваруха. Народ одел валенки и играли в хоккей. Все падают, матерятся. Но было весело. Так, встретиться с Элиасом, хорошо. Точно я тут всех убил? Ну, в смысле, попинал. Больше тут внизу никого, ничего нету. Ладно. Вроде тут все взял. Пошли. Что он бежать перестал? О, нормально. Ну. Слава богу, хотя бы, блин, каменные стены. Вот из-за детализации мелких предметов, как бы, игра много жрет ресурсов. Хотя, по идее, как бы, вот в эти одинаковые коридоры можно было бы чуть-чуть поменьше деталей, как бы, игра была бы, ну, вообще, летала бы на, там, я не знаю, на GTX 950 какой-нибудь. То они требования взвинтили, как бы, ни к чему. Лифт изолятора. Нулевой уровень. А, я слишком низко, да, на этом, на лифте упал, и мне сказали подняться. Я уже не помню. Тут так, какая громадина. Элиас? Я в лифте. Уже вижу изолятор. Элиас, ты слышишь? Да, он, наверное, мутировал уже давно. Пока я тут всех перебьешь. Элиас, меня не слышно? Ёжик, ты меня слышишь? О, здрасте. Прости, что не отвечал, хорошо? Был занят. Эти твари провалились внутрь, рвали тут все в клочья. Мы можем попасть в изолятор? Ага, но он на аварийном питании, так что мне придется работать вручную. Не волнуйся, я смогу тебя забросить. Запускай подъемник, на нем доберешься. Ну опять 25. Проблема из пальца. Это не пашет. Давай сюда сходим, давай туда сходим. Тут опять ничего не работает. Все, мне взять даже нечего, да? Да, не особо жалуют тут прям эти. Нет, конечно. Я не знаю, я подумываю насчет 3090 Ti взять. Но пока я не очень уверен. Как бы для адекватного стрима, как бы, чтобы не понижать на эти настройки, чтобы и стрим катил, и игра в нормальном разрешении, ну и все такое, то, думаю, стоит какую-нибудь подобную карточку 3090 прибрать. Меньше геморроя будет. Ну, посмотрим. Сейчас они вроде пока начинают только-только дешеветь. Может, еще цена подспадет. То что-то как-то 100 с чем-то косарей кусается все равно. Так, подожди. Не туда. Да, попробуем, может, что-то продать, прокачать можно. Кстати, а вот сюда можно сходить? Нет, не можно. Вот это можно дичь толкнуть. Теперь что-нибудь качнем. Скорость силовой перчатки.
Я думаю, это часто механика будет использоваться, вот именно притягивание этой перчаткой и так далее. Блин, или пекаль качнуть. Давай, наверное. Никак. Давай устойчивость хотя бы. Да, я знаю, что если придется видюху брать, то придется и прос какой-нибудь Рязань 9 покупать, и материнку менять. Оперативы вроде хватает, определенно. Давай немножко по огнестрелу, да, пройдемся. Глядишь, может, пуколка повеселее станет. Патронов вроде дают как бы. Сколько теперь? Десяточка вмещается. Да нормально. Да я лезу, блин, достал ты. То же самый прос, как бы он же не очень дорого с материнкой стоит. Это основная затрата видюха, я поэтому только про нее и говорю, как бы. Это остальное это уже априори менять придется. Так, ну ебальники-то я им подстриг. А это мы что? Ну давай. Не врубайся, как эти уклонения, блин, работают. Какая-то хрень вообще. Жмешь в одну сторону, он туда и бьет, как ты теряешься в этой штуке. Так, я что-то ничего, да, вроде не собирал. Давай еще раз. Так видишь, там этот, как он, ну типа количество гигабайт 3090. Мне надо, чтобы учитывать не только чтобы игра катила, а чтобы еще и на стрим, понимаешь, ресурсы были. Стрим много занимает ресурсов. Вот именно в таком качестве. Я ж только что 2 пункта этих прокачал. А. Да, надо сначала продать. То чтобы вот этих 3 уродов тоже не с первого раза пройдешь, и надо качать еще. Еще и еще до победы. Ну да, пятихатка точно меня спасет. Да, они там толком даже, кстати, 4090-то еще они не определились. Вроде кричат то, что AMD будет вроде как и постабильнее работать, и дешевле стоить. Не знаю. Можно, в принципе, не торопиться и так пока поиграть. Если была бы, не было бы проблем с покупкой игр на консоль, я бы какую-нибудь консоль взял для первого раза. Ну, в смысле, для начала. Потом уже повиднее, когда с видюхами бы дела получше бы начали обстоять, я бы видюху взял. Ну и чё? Все стоят, смотрят. Давай ноги отстреливать, что делать? Ну-ка, вдвоем. Вот так вот. Ноги не отстреливаются. Вот, теперь отлетело. Да ладно. 3 патрона в ногу всадил, ну наконец-то. Я не умираю. У них что там, ахиллесова пята?
Видимо, они умирают, потому что, ну, просто от старости, нахрен. Ладно, тебе нужно найти способ снова подать туда питание. Хорошо. Ога, ищу. Смотрел обзоры AMD новых, цена немного ниже, но дрова и RTX, другие нюансы настораживают. Я лучше переплачу, но когда цена упадет. Да, я согласен, то что AMD могут потом, ну как бы ты сначала сэкономишь, но потом будут проблемы как бы с этим. В этом плане как-то RTX всякие, ну это NVIDIA, видюхи более стабильно работают, и дрова там обновляются и все такое. Я знаю, что AMD ругают. Видимо, неспроста. Так, инъекции это потом, мы полечимся. Сейчас пока вроде здоровья-то хватает. Вот опять хожу, не оглядываюсь вообще. Ну, в смысле, не осматриваюсь. Захожу в комнату и бегу практически напролом. Так делать не надо. Так а вообще, в принципе, ты что торопиться? Сейчас еще долго 1060 будет поддерживаться. Ну, 1080, да и так далее. Так что игра работает, и ладно, как бы. Прям нет такого, что критично, ах, нужно во что-то срочно поиграть такое. Они же сейчас тоже специально будут завышать требования для игр, чтобы видюхи продавать. И чё? Чё я сюда приперся? Надо, наверное, куда-нибудь сюда идти, да, предохранители? Хм. Чё они хотят от меня, не пойму. Может, их местами поменять? Вроде этих шахт, лифт никаких нету. Вентиляцию не залезть. Так она не будет подводить. Я говорю, то что сейчас... вот, допустим, у этой игры минимальные требования 1060. Бля, может зря эти предохранители вытаскивать. Ну 1060 это прям вообще минимальное. Ну то есть все на низких у тебя будет идти. Да и ладно, если ты как бы не графодрочер, то почему бы и нет? Так чисто, знаешь, поиграть, ознакомиться, скажем так. На чем весь хайп игры. Предохранитель отворот, ну. Чё надо-то, я не пойму. Вот сюда можешь куда-то вставить. Да все любят 60 фпсов, это понятное дело. Но я имею в виду то, что... Я бы вот то... Я бы, ну, к примеру, если бы у меня было бы 1060, я бы как бы на ней сидел. Ну, если я бы... Не нужно было бы стрим запускать. Как бы и хрен бы с ним, с этими картами. Пусть себе дешевеют потихоньку. Потом, знаешь, с 1060 сразу на какой-нибудь, ну, условно говоря, 40-60 перепрыгнуть, тогда да. Тогда почувствуешь разницу. А когда у тебя есть там, допустим, 1060, ты потом ставишь себе 2060, потом 3060, ну, особо разницы не почувствуешь. Это как консоль, знаешь, то же самое, каждое поколение покупать. По сути, одно и то же, как бы, а деньги ты платишь регулярно. Так, вот, может быть, мне сюда залезть надо. Что-то я хожу тудым-сюдым. Записочки. Понятно, короче, куда эти предохранители надо втыкать. Ну вот, видишь. Короче, я не заметил вот эти два подъема, и поэтому туда-сюда туплю хожу.
Я думаю, тоже так же. У меня вот есть 4-я плойка. Глядишь, может быть, все эти делюги со сторами всякими рассосутся. Я вот, допустим, ну, выгодней, удобней брать не 5-ю, а 6-ю. Ну, если она, естественно, выйдет. Вот. Тогда будет побольше, скажем так, новшеств замечено. Да, давай полечимся, что, раз заставляет. Чё-то мне хилок столько напихали. Все, можно спускаться. Использовать силовую перчатку, чтобы хватать врагов. Ага. Мне нужно туда их будет, в жернова кидать. Да, блядь, я ящиком себе. Интересно, а, не ящиком, меня этот хер атаковал. Это тоже тут как тут. Получается, надо уворачиваться в противоположную сторону удара, что ли? Не пойму. Я вот даже основы в драке этой не выучил. Давай его поближе, наверное, подпустим. Где этот петушня? Ой, иди-ка сюда, жирный. Поезд пассажирный. Понятно. Много уже плеух наловился. Ну да, по сути, сколько мне? 3 удара сделали. 3 удара, ты покойник. Блять, он взял ящик, схватил. Ты серьезно? Как бросаться этими уродами, я тоже не знаю. Тихо, он сейчас залезет еще раз. Точно скидал. Опускатели женских влагалищ. Я того-то замочил? Нет. Опять в противоположную сторону уворачивает. Все, вроде сдохли. Вот, блядь. Он хватает чего угодно. Но только не этих уродов. Хоть бы одного распетрушило. Все? Нет, еще не все. Еще будут? Как и под капотом 9. Или копейки. Ну, кстати, забавная сцена. Такой прям напряженный момент. А вот это сейчас не очень, кстати. Их там 3 уже. А у меня батарейка, по-моему, села. Давай, сейчас его затянет, нормуль. О, я уже думал, мы его будем гнать пинками до Шира. Подходи по одному. Ладно, я полечу так. Может отключить чего надо? Да? Или нет? Я не знаю. Тихо. Бля. Я уже хотел какой-нибудь переказ заюзать. По привычке-то.
Пойдет. Шкуродер. Не, мне какой-нибудь нужно борзую мотыгу, знаешь. Косу, допустим. Да, прикольно было бы здесь с косой побегать какой-нибудь. Че, еще не вылечился? Какой-то желто-зеленый у меня оттенок. Цвет детского пердежа. Ну давай полутаем гадов. Кредиты. Нахер они мне срались вообще. Пусто. Выросла капуста. Ладно, давай ниже. Я тут пачку этих уродов замочил, даже ни разу этим броском не воспользовался. Не знаю, не получается у меня пока что. Может быть завтра. Не знаю. Прикинь, как рабочим было приходить работать в эту безопасную комнату, зная то, что тут такой трэш просто с жерновами творится. Инженер-то похер, он как бы ее сделал, эту комнату спроектировал там. Да и все, пусть другие работают. Сделать-то можно чего угодно, не мужа пахать тут. Короче, кроме денег ни хрена мне не дали. Не, у нас не так же. Там же все более-менее безопасно. Серьезно? Он еще и прыжок умеет делать, пока ползет. Да. Иногда ты просто урон получаешь на ровном месте, реально. Ну, типа, ползет какой-нибудь урод и все, и ты просто, ну... Он же должен ползти правильно. В чем дело? Он берет и прыгает вообще. Некоторые вещи тут забавно придумано. Так, ладно, пошли. Я что тут уже был? Подожди, ну давай комнату эту лутанем. Вот. Уже лучше. Сейчас продадим его на толкучке. Что это? Здоровье и полное здоровье. Ну не знаю, вроде эта штука зелененькая, так что стреляющий. Не, лечиться он не хочет. Ну пошел в очко тогда. Будем выкидывать уже предметы. Так, ты ничего пока жмакать я не буду. Давай. Продадим что-нибудь. Сотка всего. Такое. Урон. Патронов меньше будет уходить, правильно? И еще урон. 6 соток надо. Пуколка. Стой. Контратака. Блин, да давай просто по очереди, наверное, так. Давай просто так по очереди качать, что качается. Ой. Скорее всего, к концу игры я вряд ли все прокачаю. Ну, хоть что-нибудь. Так, контратака с блоком. Удерживайте левый мини-джойстик нажатым вниз, чтобы блокировать рукопашную атаку врага. Хорошо. Об этом говорили уже. При успешной блокировке атаки вы получите существенно меньше урона. После блокировки атаки попытайтесь контратаковать. Подсечки наносят врагу урон и сбивают его с ног. Ну, возможно это пригодится. Палкой все равно, как ни крути, ты чаще всего пользуешься. Так что... Готово. Ладно, все готово. Теперь иди к панели управления, открой камеру. Уже иду.
То вниз, блядь, то вверх. Определитесь. Где-то тут? Вот тут. Наверное, тут. Да. Остальное все закрыто. Ладно. Выбор небольшой. Бля, ну с огнем, вот я не знаю, они столько деталей в игре нарисовали. Почему они с огнем вообще не запарились? Вот почему? Они, может, забыли про него, а типа уже когда игра релизнулась, такие, да похер, ладно. И так сойдет. Чего, блядь? Мне реально к этой боевке надо переучиваться, не знаю. Да, я вот говорю то, что анимация огня это какая-то, ну, просто хрень вообще. Вот что это такое? Сейчас моба, кстати, заглючила чуть-чуть. Кстати, хорошо, что я его сюда выманил. Вверху жопой. Хорошо, что я его сюда выманил, он это... Да нет, стелс бы не получился. Тут видишь, ты думаешь, что ты его по стелсу, видишь ящики, да, как бы. Ты думаешь, что ты его сейчас по стелсу пройдет, но тут с левой стороны выскакивает подстава. Вот в виде вот этого урода. И начинается у тебя паника в селе просто. С одной стороны, может, в какой-то мере что-то они прям тут грамотно сделали. Ну, я бы чуть-чуть меньше геморройную боевку бы сделал. Мобов скачет много, как бы драться часто приходится. Ну давай. Вообще не туда взял, выстрелил. Так, а я с мента-то с того собирал что-нибудь? Странно, когда вот эта штука мигает, как бы у тебя раз этот, как его, выстрел у тебя прилепляется. Ты сразу в моба попадаешь. А тут жух, и он вообще куда-то в сторону долбанул. Игра, наверное, забыла прилепить прицел. Ну ладно. И так сойдет. Мы ниже куда? Куда идем-то вообще? Да, я думаю, тут все можно притягивать. У меня просто, я не знаю, вот заряд не очень-то большой. Или большой, да нет, вроде большой. У меня вообще с притягиванием как-то не срослось. А, подожди. По очереди их надо, может, открывать. А, нет, только одна работает панель. У меня с притягиванием не очень срослось, а поэтому что-то как-то не очень хочу рисковать лишний раз. Ну, как бы одно и то же, чтобы не проходить. Либо можно потренироваться. Угу. Ну давай, раз уж они, блин. Ну да, они правда настаивают. Элиас, ты уверен, что это нужно? А, Чика. Я знал. Вытащи меня отсюда. И что ты тут делаешь? Что за хрень происходит? Знал, что это она. Так это мы ее искали.
Слушай, я просто знал, что она сможет нам помочь. Зачем вам помогать? Я здесь вечно сижу, об этом месте я разузнал. Я помогу добраться до ангара, а ты вызовешь шаттл. Он сможет его пилотировать. У нас получится, нужно просто держаться вместе. Спасибо, попытаюсь счастье иначе. Хочешь совет, а? Не доверяй ему, он не тот, кем кажется. Внимание, идет аварийная блокировка. Но они мне прям уже второй раз спойлерили финал. То, что твой главный персонаж, твой протагонист, он является виновником сейного торжества. Спасибо. Что еще раз напомнили. Клянусь, Джейкоб, я не знал, кто она. Я думал, тебе все об этом месте известно. Я тоже так думал. Что теперь? Ты не выйдешь, пока камера не пристыкуется. Это значит, что я могу сесть на трамвай, а ты нет. Понял. Ничего, нужно, чтобы ты отправился к переработке отходов. Оттуда свяжись со мной. Передача данных завершена. Постой, что за черт? Просто небольшая мелочь тебе в помощь. Доверься плану, ладно? До встречи. Ну, тут, короче, как обычно у вас что-то там не срослось. Иди в другую сторону. Помоги там-то. В принципе, как в Dead Space, они тоже тебя шпыняют по углам. Вечно какие-то нескладушечки у них. Надо, наверное, закругляться. Сейчас. Завтра продолжим. Сейчас какое-то сохранение пройдет. Тоже скоро на работу вставать. Чё скример-то не вылезает из-за угла? Такое должно же быть. Вот именно из-за этих медленных поворотов. Добраться до станции трамвая. Как раз на меня там в рот бежит. Ну давай просто для прикола его замочим. Ну. Расчлененочка. На сон грядущий, так сказать. Ну, примерно в таком стиле их надо всех мочить. Примерно так. Ладно, будем закругляться. Уже, правда, скоро вставать. Завтра продолжим. Сейчас закончим Калиста, потом уже другую игру. По-быстренькому ее добить. Я думаю, за 3 стрима я управлюсь. Так что завтра вечером, наверное. Вот, ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, пока.